Друзья, всем привет! Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Сегодня у нас понедельничек, у нас, скажем так, плановая трансляция по игре Wildlanders. Вот, вторая серия. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Почилим, отдохнем. Всем здравия, не болейте. Так, ну, ребят, мы добрались до фермы Аргуса, выполняем квесты. Да, немножко я, скажем так, пересмотрел стримы. Тут, оказывается, нам как-то с вами нужно будет все же по большей части через построение играть. Разберемся еще раз в игре. Залипаем. Приятного просмотра. Поехали. Вот, плюс еще вот эти вот, я смотрю, сейчас подсвечиваются. Агрессив. Это, видимо, то, что они меня нападают. Пассив, агрессив. Защита, видимо. Ну, чтобы они не бежали, я так полагаю. Мне надо поговорить с Аргусом. Так, как у нас карта? Опять навыки. Мы по 4 уровню даже. О, как. Да, плюс еще шкала я заметил, когда один герой какой-то бьет, у него типа шкала пустая. Там, видимо, вот эти обилки, очередность выбираешь, нажимаешь паузу на другого. Ну, как-то так. Так, давайте посмотрим. Базовый эффект, может так. В течение некоторого времени перехватывать снаряды, а наносимый урон уменьшается. Щитом сбиваю с ног. Я вот это хотел взять. Я просто помню, что воевал против таких, хотя лучше наоборот агрессия, а потом урон находящийся рядом противником делать. Ну типа стригерил, да, и на себя сагрил, таунт, как по-другому. И нажимаешь урон. Так, 3 очка навыка у нас. Угу. Стойкость повышается. Ну давай так возьмем. 2 выносливости, 1 стойкость. Так, друид. У друида у меня, так, хилка реген маны и какая-то атака. Воля +2. Мастерство, число атак. Когда вы применяете одно заклинание за другим, ваше мастерство увеличивается. Эффект суммируется, длится до конца боя. Да, кстати, у нее тут массовый рут, массовый хекс, по-моему. Предлагаю пока волю качнуть на 2. А потом будем оленя вызывать. Но у него лечение, если, да, либо руты, либо хекса, ему, возможно, надо качать эффективность какую-то навыков. Это именно воля, интеллект, скорость восстановления. Давай вот так вот возьмем. Ну, плюс интеллект, воля еще у нас на... Где она? Вот это на Дельбе. Она всех хилит массово. Но при этом, по-моему, у нее снижается свое хп. Так, наш лучник. Шанс уклонения, шанс крита. Давай шанс крита. Подкачаем. Что еще у него тут есть? Ну, это сплэш урон. Выпускает ветер, вы обрушиваете. Так, вы наносите противнику удар, после чего отступаете в выбранное место. Прицельный выстрел, пронзающий цель и всех врагов за ней. Так. Управлять питомцами в бою. Ну, давай, хорошо. Вот так вот поставим. Да, немножко в такой тактической РПГ надо разобраться, естественно. Не все сразу. Так, кому интересно, кто будет смотреть, в описании под стримом есть ссылка на данную игру. Можете пройти, ознакомиться. Так, эффективность навыков и телосложения. Побольше, да, и здоровья. Так, а что у нас по навыкам? У меня какая-то есть удар кварцем. Та же хилка. Метеорит, вы швыряете в цель здоровенный камень. При попадании наносит урон противника позади цели.
Вы поете песни. В результате чего физическая защита ваших союзников повышается, а вы привлекаете внимание противников. То есть тоже агрит. Давай возьмем. Физзащита повышается. Ну. Так, Гераклиус, да. От атак повышает свой показатель гида, поглощает всю ярость. Что-нибудь есть пассивное? Поглощайте всю ярость, захват. Вы высасываете жизненную силу каждого убитого врага и с ее помощью ненадолго, точнее, защищаетесь. Давай, хорошо, возьмем. Опустошитель. То есть это еще и без раздела, да? Пассивное умение. Так, а у него что? Шанс крита, что-то тут у меня телосложение. Ух, я накачал. Ну, я бы вот так вот взял бы по одному. Вот, потом будем учиться видам строя. Может быть, Гераклиус... А, я уже не могу выбрать другое, да, построение. Я просто два одинаковых или нет? Да, два одинаковых взял. Построение. Разберемся. Так, F5. Сейчас исследуем данную деревушку. А, еще я не могу... Точнее, не разобрался пока что, где нам юзать камни. Там есть камни какие-то. Возможно, это у кузнеца. Я там в прошлой серии что-то читал. Также будем смотреть. Так, что это за хрышки? Я вообще ничего не вижу. Да мне тоже так же темно. Ночь на дворе. Хрышки, а что с вами делать? Непонятно пока что. Хорошо. Надо поговорить с Аргусом. Эй, ты там, ты кто? Гераклиус? Аргус, сколько лет? Я получил твое послание. Ну да, типа, друг. Я удивлен, что ты здесь. Кстати, я не знал, научился ли ты читать. Так что я нарисовал картинки. Я привел друзей, надеюсь, ты не возражаешь. Хотя похоже, что у тебя не хватает свиней для нормального пира. А ты думаешь, у меня просто так свиней втрое меньше, чем должно быть для такой кормушки? Это твое оружие. Оно тебе, чтобы покрасоваться, или ты им и впрямь владеешь? А тебе зачем знать? Звери нападают на мою ферму и пожирают мое стадо. А я ни хрена не могу с ними сделать. Надо было учиться владеть мечом, Аргус. Скотовод долго не протянет, когда вокруг его хозяйства кишат такие звери. Может быть, поможем, ну типа старому другу. Ой, ребята, просыпаемся. Время уже день, а я просыпаюсь. Это те твари, что снесли тебе ограду? Да, я пытался починить, но мог это... Дохлое дело. Если бы я мог, но... Эти звери, я такого в жизни никогда не видел. Каждую ночь стая врывается на ферму, они даже не сжирают убитых скот. Похоже, их интересует только убийство. Некоторые из них наполовину люди, наполовину волк. Они даже пользуются луками и осыпают крышу дома ливнем стрел. Я боюсь в окно выглядеть. Можно мигом получить стрелу в глаз. Прошу, если бы вы могли перебить их и прикончить их главаря, громадную тварь. Паста, гигантская тварь? Настолько гигантская? Огромная, с клыками. Что могут порвать человека пополам? Каждый размером с тебя, я боюсь. Что ж, наконец-то становится интересно. Мне просто не терпится с ними схлестнуться. Может даже мышцой сыграть. Мы выполняем, в общем, квесты. Я там на корабле взял. Сначала мы выполнили за этого лучника. Как он? Под землей, я уже забыл. Турасу живет, да? Мы пришли, он говорит, у меня деревня там. У меня там семья была. В итоге я, говорит, убежал. Боялся, что они, ну, типа, время их убьет, как они люди, а я бессмертный. Ну, а потом он вернулся и говорит, я пожалел там, короче, всю семью. Вот, теперь мы выполняем
Еще на одного френда, вот на Геракла, скажем так, мини-квест, да, поручение. Друг прислал ему письмо старинное. Вот видите, он говорит, скот спасти. Где нам искать эту тварь? Они придут сюда, как обычно, нам просто нужно подождать до захода солнца. И они тут как тут. Я возьму инструмент, починю изгородь, где могу, но боюсь, она их не удержит. Тваря нас окружает. Супер. Так, ну теперь как бы мне... А как построение это взять? Подожди. Я построение не смог взять. Скоро покажется главарь. Ничего не понимаю, но очень интересно. Точно работает-то? Да просто игрушки. Ладно. Хорош. Не, вот это топ, короче. Под танка, если. Так, где еще-то? Ага. Так, ну лучник, ладно, он сам вроде как нормально такой. Кажется, следующее огромное. Но это, похоже, просто гигант. Наконец, достойный вызов. Почему-то я не могу это выбрать. Как фаланга-то? Так, Гераклиус там дерется. И все нормально, мы справились. Хотя фигово то, что я так... И не понял, как эта штука-то работает. Защита повышена дельбой. А, она физзащиту нам повысила, ну, за счет этой песни, да? Ладно. The giant wolf is slain.
Гигантский волк повержен. Я знал, что мы победим. Эта схватка была достойной самого Геракла. Наш личный собственный немецкий лев, поверженный моей непревзойденной мощи. Что там за зверь? Он сдох? Чудовище повержено. Теперь ты можешь осыпать нас благодарностью. Я прям у вас в долгу. Я с радостью отдам вам все деньги, что у меня есть. Без вас я потерял бы все, включая саму жизнь. Пусть это будет тебе уроком. Если бы ты дрался, возможно бы ты победил, даже с таким убогим орудиями. У меня и прям есть меч, но он давно не видал битвы, как, впрочем, и я. Давай-ка глянь. Подожди, я принесу. Меч. Вот он. Боюсь, он весьма потрепан, но у него довольно трагическая история. Это наш фамильный меч. Передавался семье из поколения в поколение. Если хочешь, он твой. Может, кузнец привести его в надежный вид? Конечно. И постой, тут на клинке надпись. Этот клинок однажды был дарован Аяксу, но... Я же сказал, он передавался моей семье много лет. Видишь ли, мы потомки Тевкра, а этот меч... В общем, это тот самый, на который бросился брат Тевкра, Аякс. В общем, и все же клинок Аякса, я буду носить его с собой. Он будет отдыхать от битв. Пусть кровь Аякса станет последней пролитой им крови. О, достижение какое-то получено, искупление. Хорошо, возмездие, идет загрузка. Такс. А почему вот так вот все? Типа освещение, что ли, так работает? Странно. Но я не знаю, друзья, почему так. У меня драйвер самый последний. Графика вроде как на всю выкручена, ну, кроме теней и обзора. Без понятия. Давай-ка посмотрим. Сейчас я зайду к кузнецу. Если он тут есть вообще. Кузнец был, по-моему, в городе, точно. Тут у нас... Снова ты. Я хочу перераспределить... Нет, перераспределение мне не надо. Значит, кузнеца у меня нету. Значит, надо в город идти искать, да? Или же... Нет, вот она, наковальня. Кажись. Так, это ты кто? Ты не говоришь. Да, это отражение его, посмотрите. Поэтому вот так все и блестит. С какого ракурса посмотреть-то, поэтому, ну, короче, понятно, да, что моргает. Да, вот они самоцветы. Ох ты. Хорошо, надо тогда прикинуть, что мы оставим, да, у себя. На персонажей. Может быть, что-то продать. А где это-то? Так, это элегантное копье. Но она может и нам подойти, по сути. Журнал. Искупление на ферме. Так, это завершено. Хорошо. Снаряга, да, меня интересует. Боевой раскрас. Так, пару топоров, пару мечей. Причем мечи тут. Еще топор. Свиток волка. Призывает волка. Свиток волка первого. Ну вот как он понять призывает? Один раз призывает? Или у него какой-то есть... Да, походу один раз. Призвали и все. Как расходник. Пускай будет. Еще мечи. Мы можем, вот, да, по поводу... Подумать, к примеру, одеть копье. Щит, копье. Вот этот меч какой-то...
окантовке. Что он дает? Обалденно. 10-7, 5-5. А, в него можно вставлять самоцветы. Так же, как и в этот меч. То есть они как бы в окантовках можно вставлять самоцветы. Понятно. Как бы магические, что ли. Ну, я бы поставил, конечно, Гераклиусу. Хотя бы один из мечей. Вот таким вот образом. Привет, впервые у тебя на стриме, расскажи, что за игра. В описании все, в принципе, написано, даже ссылка есть в Steam. Это ролевка, РПГ с тактической паузой. Ну, может быть, и видел. Ну, наподобие Neverwinter Night, что-то там Dark Age Inquisition. Я, правда, сейчас не помню Dark Age, когда я играл вообще. Dragon Age, точнее, если правильно сказать. Вот. А так все, да, в описании. 2 февраля она вышла в релиз. Вот наслаждаемся. Так, один меч сюда. Может быть, тогда на себя один меч. Сам пытаюсь еще как бы разобраться, так поиграться. Потому что первый стрим он по данной игре был. И, скажем, не настолько я там все распознал. Сегодня попытаемся вникнуть. Так, подожди, а в копье же тоже есть самоцветы, разве нет? Мастерство, натиск. Вот я еще тут не пойму, что такое дает натиск и мастерство. Возможно, где-то точность, натиск. А если мы сейчас, подожди, зайдем в этот журнал. Дополнительный или кодекс. Да, в кодексе все по-английски, елки-палки. Тогда сделаем по-другому. Сделаем по-другому в том плане, что давай гладиатору тогда поставим таких вот пару мечей. А здесь оставим копье. И что-нибудь зачаруем. А, вот он, доспех. А у меня там какой-то некий желтый был самоцвет, я покупал. К примеру, физическая защита. Понял. Опять достижение. Так, а где у нас? Дабл-клик. Все, типа, я вставил, что ли? Понял. Самоцвет, критический натиск. Самоцвет, критический натиск. Натиск. Ага, по 2. И все. В один мечик, значит, ставится Принцворд. Один самоцвет, а в другой какие-то некие два других нужно, да? Тимблинский какой-то. Тимбилдинг какой-то очень долгий. Тут сюжетка меньше, чем расстановка бойцов. Сори за капс. Сюжетка тут вообще как-то очень простая. Да это все кельтское там и так далее. Одного, пока мы ходили там... В начале, по-моему, мы хотели дать, как они там, дары, короче, какому-то богу. Потом в итоге на нас напали. Короля убили. Королеву, которая нас ждала в замке, была свергнута, убежала куда-то в лес. Наследник убитого короля тоже с ней побежал, но мы его спасли, принца. Тут, короче, так все замучено. Простенький. Короче, идет некая гражданская война, и у них там в королевстве. И они борются за трон, а мы между делом туда-сюда там помогаем. Тут ничего такого. Так, да, самоцвет поставился, все очень просто. А вот в копье я что-то не вижу. Подожди, давай посмотрим на Гераклиусе. И тут стоят самоцветы. Ага, значит,
Братан, отдай-ка мне тогда мечишка один. Вот такой, а себе забери вот другой. Все, отлично, забрали. Так, значит, у нашего колдуна лук, посох. Сюда тоже. Все, понял, хотя бы, по крайней мере, куда вставлять самоцвета. Поехали. Читаем дальше, друзья. Да, куда нам? Нет, не навыки, игра. Сейчас, секунду. Все правильно, да, журнал. Встретитесь с Наежей в ее покоях в ином мире. С Насежей. Так, Серегс призвал астральный зал подземного царства. Король Фоморов. Тиане нужна помощь с неприятной тайной. Так, теперь мы идем в карту. Пещеры Вечности. Дамбира. Подземное царство. Фомора это вот наша спутница из царства, в общем-то, мертвых. Не мертвых, а как они там плотью король своей кормит, который был изгнан, там раса, в общем, заключена. Вот это вот Фомора. Вот она. Фомора. Тоже там, видимо, на нее некий квест надо будет выполнять. Так, поехали. Значит, куда мы? В любой. Здесь квест, здесь квест, здесь квест, здесь квест. А где вот эта вот таверна? Мне хотелось бы знать. Бригантия. Пещера Вечности, по-моему, друиду надо помочь. Я не против, давай. Да, вот он, Амергин. Делбра. Состав группы у нас выбран. Сейчас, секунду. Пещера — это испытание, проверка. Поскольку ты идешь со мной, то это твое испытание. Будь наготове. Это отражение. Блики — это отражение. На воде, на каких-то блестящих поверхностях. Я не знаю, можно как-то это понизить, но у меня графа так сама выставлена. Вот, типа, на шлеме блик — это отражение идет. Так, ты там как, в порядке? Возможно, мне слегка беспокойно. Провал тут может оказаться летальным, но если я соберусь вернуть себе титул Верховного Друида, мне придется через это пройти. Да, это испытание этого друида. А, чего нам здесь ожидать? Это хранилище, но его замки, ребусы и уловки. Ну и, наверное, придется нехило подраться тоже. То есть это некое хранилище. Где-то в этих пещерах дремлет дракон, и хорошо бы нам его не разбудить. Все, что нам встретится, будет порождено его с нами. Ну и, конечно, магией друидов. А, то есть чего мы опасаемся или что нам снится, я имею в виду солдатам, будет на нас нападать, так я понимаю. И где же дракон? В этой пещере сокрыто много, и дракон в том числе пока что дремлет. И это хорошо. Вот, если здесь посмотреть, то вон он, блик идет. Слушай, братан, да я не пойму, как на F, почему меня... Раз, два... Нет, он не делает. Так, это я вижу очередность. А как ее снять? Так, хорошо, поставил очередность. Дальше кого? Нет.
Вот в упор не понимаю, как ее поставить, эту очередность. И вообще целое построение. Попробуем сейчас на пассив выставить их, чтобы не бегали. Что это за штуки? Эта пещера, она шутит с нами шутки. Это же мысли дракона вытекает из его снов. Пока что он отправляется к нам, призраки чудовищ. Но чем больше мы пробудем тут, тем больше шансов, что он начнет вытягивать святилище уже из наших мыслей. Звучит паршиво. Да, меня не радует мысль, что кто-то раскопает мои худшие страхи и выставит их всем на посмешище. Уверен, тебя тоже. Как будто баги игровые. Нам нужно пройти через этот проход, но я не совсем понимаю, как. Давай посмотрим, что можно выяснить. Разумеется, ни на секунду не забывая о драконе. Он все еще где-то тут. Туман этот меня душит, и моя магия, похоже, на него не действует. Должен быть другой путь. Возможно, мы чего-то не видим. Сейчас как-то попробуй, как в Dragon Age сделать. То есть по одному навыку применяя, от каждого героя в очередь вставлять само собой. Тут, как тебе сказать, сейчас... Для начала пассив надо сделать, чтобы они не атаковали все вперед. Вот, потом вот это построение, я не пойму, как оно делается. То есть я нажимаю F, выбираю, какие бойцы пойдут в построение, и оно не срабатывает. Сейчас, секунду. Журнал. Чтобы вернуть титул Верховного Друида, Амергину, ну, нашему сопартийцу, соответственно, придется войти в пещеру Вечности, что в Дуниосе, да? Вам следует отправиться туда с ним. По поводу настроек. Я тут только тени и сглаживание поубирал, и дальность обзора. Вот где здесь у нас эти отражения? Может, вот это хроматическая абергация какая-то, размытие в движение. Поубирать. Постобработка. Вот так вот. Все равно свет, если исходит, то отражения, ну, идут. Full HD. Да не, зачем Full HD-то? Мне самому будет неудобно. Так, теперь посмотреть. Сейчас, секунду. Навыки. Не навыки, а настройка индикатора. А, ты имеешь в виду тени и сглаживанием, возможно. Сейчас. Да, попробуем. Таким образом. Так, управление. Где у нас тактический. Строй. Дополнительный строй. Добавить строй перетаскивания. Левый Alt. G. F. Ну, я F выбираю, но они почему-то не ставятся. Во, пропали. Блики пропали. Сглаживание выставил, блики пропали. Так, а где она? Тени убрать. А если сглаживание на среднюю применить? Сразу появляется, но игра полегче идет. Значит, тени мы не выставляем, а сглаживание ставим. Да, немного стало лучше, я вот вижу.
Неужели взглаживание дело? Да, взглаживание дело. Вот, блики пропали. Все, супер, спасибо. Немножко разобрались. Так, теперь с построением. Почисточку. Сейчас. Сейчас, ребята, 2 минутки, с вашего позволения. Сейчас я подойду. Как-то построение, по-моему, что-то в обучении нам говорилось. Нажимаем F, выбираем сопартийцев, но там, по-моему, не все подходят. И они типа, ну, в общем, в построение входят в состав, да. Что-то я нажимаю, меня не робит. Сейчас, секунду, подойду. Разберемся. Блин, сори. Так, жалко, что ли, тебе поставь на максимальные тени разрешения игры снизь. Зачем разрешение-то мне снижать-то? Я просто не понимаю. Я, наоборот, не люблю сглаживание в игре выставлять, ну, чисто теоретически, потому что, ну, фиг его знает, мыло какое-то получается в сглаживании. Но если игре надо так, то ради бога. Так, ребята, двигайтесь. Да, вот за мной пошли. Не-не, норм. Игра притормаживает, если в тех случаях, если это дальность обзора, но тут дальность обзора-то она не нужна. Сейчас я карту гляну. Вот так мы, да, обходим возмездие пещера. Здесь не пройти, но тут есть надпись на камне. Послушай раз, послушай два, и тишина. И вот опять раз, два. Опять эти загадочки. На этот раз на сообразительность придется разгадать ее. Если мы хотим пройти, послушай раз, послушай два. По поводу текста мне все хорошо видно. Просто иногда диалог быстро проскакивает. Что это такие стихи, что-то не похоже. Нет, совсем не похоже. И опять. Это все размер ломает. Вот друид-то. Чё-то у нас. Лайн дает для собаки, эхо воспоминания, предупреждение. Предупреждение я выбрал. Стоит попробовать. Боюсь, что нет. Ладно, если нам попадется другая загадка, будем решать ее поаккуратнее. В следующий раз метод проб и ошибок. Так, стоп. Резист.
разобрались. Призрак? Неужели так быстро забыл меня, Абергин? Я был не так черен, когда мы виделись в последний раз, но тот огонь, что поглотил меня на берегу... Талиесин. С тенями было бы... Я вот на своем Full HD мониторе нифига не вижу, что написано у многих именно такие мониторы. Будь ближе к народу, что ли. Да не, причем здесь ближе к народу? Мне главное, чтобы отклик был и играбельность была, а не прям тут навороты какие-то космические. Я не этот, как его, особо не графолюбитель такой. Графы прям, вау. Отклик, отзывчивость и нормальная. Это просто трюк, Амергин. Это и впрямь Талиесин. Может, это его дух или просто иллюзия? А, ну да, нас же предупредили. Иллюзии я или дух, я все равно вас отлично слышу. Хотя могу признаться, что не помню, вышел ли я из вашей памяти или впрямь суть моя. Талиесин. Что тебе нужно? Ты пришел бросить нам вызов? Может, мы должны тебя как-то спасти? Нет-нет, в этот раз я для разнообразия спасу вас. Хорош. Идемте, я вам покажу что-то там. Сейчас, секунду. Как же это построение-то бахает? То есть, подожди, мы загадку разгадали. А вот, сейчас мы посмотрим. Секунду. Найди камень сожаления, найди камень утраты, положительный камень. Положи камень на алтарь. А, у нас некий паук. Смотри, я просто как бы попонятней. Тени, вот ты говоришь тени. В тени и дальность обзора, они вообще на графику не очень. Скажем так. Тут и так все по максимуму. Разрешение, да какая разница, ты можешь картинку выбрать в разрешении. А вот чтобы играбельность была... Вот единственное, я тут не нашел, это одной функции, как сделать... Эту гамму прибавить, яркость в самой игре. Так, давай-ка троечку ману подрегеним. Сам себе подлекал. Так, все. Все нормально. Вот. Раз. Левый альт. Все равно не понял. Так, F. Да что ж такое-то-то? Погнали, друзья. Чё ты сделал? Что ты сделал, но... Надо бы отойти. 15 секунд перезарядка.
В общем, ладно, я проиграл, я понял. Тут, возможно, надо было триггерить, короче. Не триггерить, а лучником садиться и расстреливать. Так, не нападать милишниками. Бывает. То есть нажимаем F, по-моему, правую кнопку выбираем, еще раз нажимаем F. Опять эта штука. А я и не сохранился. Сейчас сохранимся. Да, скорее всего, это иллюзия. Так, в тот мы, да, по-моему, проход ходили. Окей. Все, лады, зарегенились. А, вот он, это место. Пассив, пассив, пассив. Вот так вот сделаем, попробуем. Во. Ой, ты куда? Вернись. Стоп. Да, теперь придется вот так вот управлять. Так, а если поставить, чтобы они сами хотя бы дрались, но не... А вот, пошел. Нет. Давай-ка в пассив. Стоп. Не беги. Сейчас мы залекаем. Так. Раз. Два. Нет. Подожди, друидом. Как друидом-то? Не работает, что ли?
Не пойму. Да что ж ты? F правой кнопкой. Нет. А чё это ты не дерется? О, братец-кролик. Строй обезоруживает всех противников. Да, друзья. Некая такая заморочка придет. Так, подпишусь на тебя, буду следить за твоим творчеством. Пока пойду поиграю в Hearthstone. Хороший стрим. Спасибо большое, добро пожаловать. Приятной игры в Hearthstone. Хоть я и не очень рад с этого. Так, вот мне бы разобраться, как же, где этот лучник-то? Вот он. F. Раз, два, не, раз. Так как тебе, брат? Вот хоть убейте, вот не, вообще непонятно. Вроде как КДшнулось. А, во. Надо бы научиться этой штукой как-то взаимодействовать. Эти пускай пока постоят. Я пока сейчас троих поставил, в строй выходит. Ну, до этого вышло, чтобы построение было с лукаря. Может быть, минимум надо троих построений, а я уже выбрал в это построение. Немного, скажем так, помучиться, позаморачиваться, потом будет попроще. Но они там еще не погибли? Видимо, нет. Давай еще чашечку кофе выпьем. Не, ну я понимаю, да, можно вот этим взять. Стоп, да. Вот так вот пассив. Какие-то вот эти здоровые ребята.
Не будем на них лезть. Так, отлично, он умер. Да. Да куда ж вы лезете-то, ну? Они так и будут до бесконечности. Получено достижение. Благодарствую. Давай сзади. Так, а как построение разорвать? Пока ХП не кончится, видимо, да? Ладно, пошли тогда. Ну вот она и отъехала. Призвал волка. Наверное, хорошо. Не знаю как, друзья, но мы справились. Что-то с друидом. Друг залип. Так, ладно, агрессив, агрессив, агрессив. Хорошо. Небольшая путаница, конечно, с моей стороны. Может быть, тут не так все и непонятно, а все понятно. Ну, типа, выбираешь F, потом выбираешь бойцов, но пока я их выбираю, что-то они не кликаются, то ли правой, то ли левой кнопкой. Так, давай дальше, ты у меня всех лечишь. Нет, тут она свою хп не тратит, но в каких-то почему-то моментах я заметил, прожимая вот этот талант света с глубины, оно тратит здоровье. Или я получаю урон при этом, поэтому так подумал, что тратит здоровье. По идее, их бог кормит своей плотью. Поэтому я, видимо, и подумал, что это связано. Так, предмет для задания — таинственный камень из пещеры. Так, хорошо. Вот этот камень нужно установить на пьедестал в центральном зале. Но будьте осторожны, как только это случится, вас ожидает последнее испытание. Благодарю тебя, дух Талиесин. Был рад помочь, Амирген. Да продлится твой путь долго и не закончится так, как завершился мой. Тебе нужно передохнуть, Амирген. Если здесь все сделано, нам надо идти дальше. Тебе нужно отдохнуть. Я этого не ожидал, снова увидеть Талиесин так скоро, если бы я что-нибудь сделал. На самом деле это был не Талиесин, это просто фокус. Так.
Как поступил по-другому, если все так? Давай второй, наверное, выберем. Фокус, да? Или, возможно, урок, предупреждение. Or perhaps a lesson. Да, мы же выбрали предупреждение. Let's move on. Пойдем дальше. Так, тут никаких предметов я пока не вижу, да, чтобы подсвечивались. Значит, мы пришли отсюда, нам теперь двигаться куда-то вот сюда. А это кто? Это мой сопартиец, что ли? Вот, смотрите на секундочку, да, допустим, вот, я выбрал построение. Тут все очень просто. Тут кнопочка F и построение. А тут? Отец? Поддерживающее построение, которое защищает и исцеляет союзников, не допуская к ним врагов. Пока не знаю, как работает, но вот эта штука мне понравилась. Просто кнопку F и все. Так, F5. Там нет никого. That's one. One more to go. Это раз. Остался еще один. Ага. Значит, пройдем немного далее. Так, ну хотя бы с лучником уже попонятнее. А, подожди. Это раз. Остался еще один. Дальше проход, но мы не можем пройти почему-то. Паук-тотем. Стоун-томп. Что-то каменный. Фумаран. Спринт. Этот камень был найден в пещере Вечности. После испытания во время второго Мергин встретился с призраком из прошлого. Можно использовать, чтобы открыть дорогу к последнему испытанию. Найди камень утраты, положите камень на алтарь. Там кто-то есть. А почему сюда-то я не могу пройти? Вот именно. Странно. Ладно. Значит, вернуться назад. Там какие-то посмотреть упущенные артефакты. Это получается у нас выход. Но это не то. Это как бы реально не то. Я вот здесь вот по коридору не могу дальше пройти. Ну-ка, ребят, соберитесь. Да, все нормально, построение работает. Такие раз перегруппировались. О, а это вообще в начале залипло. Может, из-за того, что не все бойцы рядом, поэтому вот опять тут отстает. Нельзя было пройти. Ну, типа, знаете, как команда не подошла в состав отряда и не пускает дальше. Ну, здесь точно нечего делать. Да, здесь мы забрали камень. А чтобы еще один камень
утраты, так называемые, положить на этот алтарь, нам надо пройти дальше, и где-то его там раздобыть. А как мы пройдем дальше, если я не могу пройти дальше? We're Мы missing что-то something. упускаем, нужно найти ключ. Perhaps we need to find a key. Мне вообще не ясно. Что там с журналом? Журнал пуст. О, подразбираться. Так, журнал. Это не то. Может быть, кристаллы вот эти как-то разбить. А попробуем-ка мы лучником. Чего строй? Ого. То есть вот эти штуки не разбиваются, колонна? Нет. We're missing something. We're missing something. Он говорит, нужно найти ключ. Но мы найдем ключ. We're missing something. Perhaps we need to find a key. Так, гладиатор. Лучник. Ну ведь дорога-то открыта, но чё ж такое-то? Что я здесь мог не сделать? Я просто как бы... смотрите, да, получается... Вышел отсюда, здесь поговорил, подрался, здесь подрался, взял на алтарь, здесь взял на алтарь ключик. Возмездие, это выход, возможно. А может быть не выход? Нет, должен быть выход. Уж на данной локации. Так, а если я вот так вот... Подожди. Вот, 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 пошли, пошли, пошли. И не пошли. Давай, ладно, хорошо, я попробую все-таки отсюда выйти на возмездие. Ксерион и Порч, поговорите с Ксерионом. А где с ним поговорить-то? Блин, вообще. Привет. Привет, Персик, привет. Добро пожаловать. Где с ним болтать-то? Хорошего дня, Персик, да. Добро пожаловать. Я попробую, собственно, наверное, сюда нажать. Да, это получится выход. А если вот здесь вот что это такое? Случайный. Непонятно. Вот кто опять отстал? Друид залип. Спасибо. Хорошего стрима. От души? Я не понимаю, серьезно, как может мышка так забаговаться, что ли? И выйти нельзя, и зайти нельзя. Что я тут должен сделать?
Ксерион призвал вас в тронный зал подземного царства. Врата изгнанников. С вами хочет поговорить Ксерион, король. Это не то. Пещера вечности. Вот она. Найди камень утраты. Вот она. А что это за задание у меня? Сам что ли нажал? Такое бывает. Вот. И что? Куда нам теперь? И почему-то у меня один всегда странник, сопартиец, где-то стоит вот здесь вот. Что ты там делаешь? Кто это вообще? Сейчас другой станет, да? Нет. Не зайти, не выйти, короче. Ребят, что с этой пещерой не то, ребят? Хорошо, давай так предположим. Лед тоже не разбивается. Взаимодействие работает. Просто теку. Я серьезно, у меня 4 комнаты, в какую-то надо проникнуть. В какую из них? Ксерион. Так, найти камень утраты. Камень утраты. Дружище, ты где, блин? Ну, типа, когда взаимодействие с предметом идет, да, то правой кнопочкой нажимаешь, он взаимодействует. А тут взаимодействовать-то, в общем-то, и не с чем. На выход нас не пускают, кружок не подсвечивается. На алтаре вот найти ключ. На самом деле здесь камень нужен. Тут просто нужен камень. И он не упускает, да? Здесь какие-то есть взаимодействия? Нету. Туда пройти тоже никак. А что ж тут тогда делать-то? Я ж просто, понимаете, по логике вещей надо куда-то пройти. Надо просто куда-то пройти. Но куда-то пройти я не могу. Может быть, стрельнуть вот так. Нет, не берет. У меня даже не направляется туда, собственно, мушка. О. Может, чашечку кофе? Да нет, ничего не дамажит. Так, а как-то может вид поменять? Нет? Оп. Тихо, 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 не туда, не туда. Спокойствие, спокойствие. Ну, понятно, это принц Скролл. Скролл, точнее. Тут он нам говорит об одном. Мы что-то упускаем, нужно найти ключ. Где-то я ключ упустил, значит, да? Где я ключ упустил?
Признавайтесь, кто стырил? Стопудово кто-то съел его. Ключ может быть в какой-то некой комнате. Комнат тут вообще немного. Один сундук. Ребят, тут один сундук и он закрытый. Мне нужен следопыт, по-любому. Вот это загадка человечности. Сейчас я попробую что-нибудь намудрить с яркостью. Может быть, и я на Монике что-то смогу сделать. Я вообще просто, ну, нифига не вижу. Так, сделал вообще яркость у себя конкретную. Смотрю внимательно. Ключ, сундук. Может, все забаговалось просто, но такое тоже может быть. Опять там двое встали. Друид, блин. Там нету ничего, там нету ничего. Выйти я тоже, к сожалению, никак не могу. Так, о чем нам там Орел расскажет? Вот мне показан журнал, да? Что ты мне там хочешь сказать, журнал? Да, я понял, что мне надо как-то найти камень утраты и положить на алтарь. Что это может быть у нас? Какой-то лед непонятно в воздухе. Они там поэтому и застревают, в принципе, сопартийцы. Нет, 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 но отсюда мы забирали. Хотя сундук по виду закрытый, но я ничего с ним не сделаю. А, во, голем. Вы как работаете-то? Создать строй в области периодически исцеляющий. Да дай почитать-то хоть. Дружбан. Строй с помощью магии хватает и душит противника. Строй бросает... Найди, говорит, камень утраты. Здесь ничего такого нету. Здесь сразу подсвечивается, что можно нажать. А здесь... Здесь тоже ничего такого нету, чтобы можно взаимодействие, да, произвести. Здесь какие-либо... Нет. Во! О! Во как, друзья! Не работает?
Ох, хорошо. Так, свиток. Я серьезно, я не знаю. Я думаю, что забаговалась игра. Понимаете, я не могу ни зайти, ни выйти. И взаимодействия никакой. Сейчас немножко назад я перезагружусь. Ни зайти, ни выйти вообще ничего нельзя сделать. Ну как так-то? Вот этот лед открывается. Не понял. Супер, теперь нажимаешь F, они в построение не уходят. Сейчас разберемся. Так, друзья, я, да, с вашего позволения, сейчас на пару минут. Ну, видно, стало получше, конечно, всякие вещи. Попробуем заново сейчас порасстрелять этих всех бойцов. Ну, а что сделаешь? Что это, мать? Начала скучать? Я понял. Ага. Так, 5 секунд. А как мне еще одного выбрать? А, вот. Нет? И все, они стреляют раз. И зачем-то идут вперед.
А у него все погибли. Не, сомнительно это, конечно, такая штука работает. Там хоть кого-нибудь я убью. Вообще ничего не понимаю. Построение выбираешь, садишься, стреляешь. Построение выбираешь, садишься, стреляешь. Куда все остальные-то уходят? Так, давай посмотрим еще раз. F. F. Так, правый, правый. Не то. Почему трое только? Хорошо. F. F. Правая. Правая, правая. Вперед. Попробуем друидом. The path is blocked Вот, здесь не пройти. on the rock. Читает, послушай, раз, два, три, тишина. Heard before, yet heard again, then yet fades until called again. Huh, another challenge. Опять эти загадки. На этот раз на сообразительность придется разгадать. Heard before, yet heard again. Я первый раз выбрал. Это что, такие стихи на что-то не похоже? No, Совсем не похоже. the word again is repeated, which ruins the pacing. Heard before, yet heard again, then yet fades until called. Но это вызывает сейчас только выбор в данном бою. Вот я предупреждение. Тут раз я выбрал, два раза выбирал предупреждение, дрался. Давай попробуем эхо. Yes, Да, слабо повторяется, похоже на то. Обращаюсь к камню, эхо. it makes sense. An echo. Может, я типа загадку неправильно выбрал? Perhaps Возможно, нет. Нужно будет быть осторожнее. Подозреваю, что у нас ограниченное число попыток. Друиды of a temple. знамениты своими ловушками. The druids are also known for their traps. Эхо не пошло. Может, нам стоит пробудить эхо? Ну что ж, попытаться стоит. It's worth a shot. Echo. Вот, раз-два и тишина. Thank you. Спасибо, уверен. Guarantee we could have spent a lifetime down here. Мы бы тут состарились, прежде чем я разгадал бы, в чем фокус. Let's Пойдем дальше. Вот. Но все равно пауки какие-то a spirit. призрак. Have you forgotten me so soon, Amagin? I was less Неужели так быстро when we last. забыл меня, Амергин? Я бы не так черен, когда мы увиделись последний. Так, это все было. Layson. Талесин. It could be, Может быть, это дух? or just an illusion formed from our memories. Illusion or spirit. Иллюзия, я или дух, все равно вас отлично слышу. Хотя могу признаться, что не помню, вышел и так. Or if I truly am Telesin, that I confess I don't know. What do you want? Что тебе нужно? Ты пришел бросить нам вызов? Может, мы должны тебя как-то спасти? Somehow? No, no.
Нет, в этот раз я для разнообразия спасу вас. You instead. Follow me. Идемте, я покажу. You to what you see. Вот, он убирает эти куски камня. Settle your mind. Успокоится твой ум. Вот, найдите камень сожаления, найдите камень утраты, положите камень на алтарь. Но в любом случае я должен же как-то проходить дальше. Почему я не могу пройти? И может быть из-за того, что я загадку. Вот, сейчас она хп потратила, чтобы восстановить остальных. Получено достижение. Я не могу управлять. Что ж такое-то-то? О! Так, тоже не работает. Просто можно бить? Да. Но не регенится. Фига себе, сразу прям. Все равно не регенится, друзья. Может, тогда статуя? Нет, нет, нет. Все это не то. Нам надо, значит, с вами пробовать... Сейчас меня, ладно, убьют, я сам загружусь. Пробовать все-таки с лучника разбивать вот эти статуи. Правая. Правая, правая. Вот так вот. А они пускай бегут вперед. Опять не то сделал. Да что ж такое-то у меня не получается-то? Он троих все равно сажает в осаду, а остальные начинают бежать. Может быть, статую стоит сначала разбить? Правая. Правая. Так, стоп. F.
А, этого я не могу выбрать-то. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Я не могу выбрать вот это вот. Поставь на пассив. Тогда. Где лучник? Стоп, 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 стоп. А вы что побежали-то? Ну, ребята, 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 ребята. Пассив, 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 пассив. Хорошо. Так, это есть. А теперь он в ту цель. А, я не стреляю, да? Понял. Но при этом тотем лечится. Гладиатор. Что ж ты будешь делать-то? Стоп. Как всем атаковать? Правую кнопку, понял. Так, стоп. Я что-то вообще, друзья, не понимаю теперь это все штуки. Вперед, агрессиво. Мужики, пройдите.
Тихо, 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 тихо. Блин, теперь убить не могу. Да что ж ты будешь делать-то? Что тут поменялось-то в этом ключе-то? Значит, пускай тогда они бегут, а мы будем прикрывать. Да, построение. То ли их лечат, то ли, я не знаю, прям... Стоп, 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 стоп. Ну, потихонечку мы так-то убиваем. Как я первый раз прошел, я так и не понял. Мы можем сейчас одного, типа... Не трогать. Стойте вы. Супер. Ну сядьте, сядьте, сядьте. Вы куда? Я не могу, F не жмется. Ох ты. Не жмется F, они строй разорвали. F. Так. Раз. Этого я не могу. Пойдем, короче, всей толпой.
Все, убили. Подъем, бригада. Давайте смотрим. Смотрим, что нам надо. Тут мы забрали какой-то некий сундук. Хорошо. Вот. Получается так, что сейчас я на него могу... Сейчас, секунду, нажать. Да, вот я нажимаю. Камень сожаления. Все правильно. Самоцвет, взрыв стихии, магия, вода. Самоцвет, многократный самоцвет, позволяющий вашему оружию наносить урон и урон воды. Here. Вот этот камень нужно установить на пьедестал в центральном зале. Но будьте осторожны, как только это случится, вас ожидает последнее испытание. Once you do, you're finally. Чтобы с пауками не драться, вызываем эхо, да, в первом. Spirit, Благодарю тебя, дух. Layson. Поправляйся, Тлесин. Был рад помочь тебе, Амирген. Да продлится твой путь долго и не закончится так, как завершился мой. Things like mine. Привет всем. Надо с построением, короче, еще помучиться. Привет, привет. Кто у нас там сейчас пройдет? Если здесь все сделано, нам надо идти. Yes. Yes, of Да, конечно. Приходит в себя. Let's move on. Пойдем дальше. Мишанька, здравствуй. Так, далее. Нет, все равно у нее здоровье уходит, как ни крути. Вот сейчас не уходит. То есть вне боя она может хилить своих, и все будет как бы нормально. Вот. Далее здесь, с сундука, мы больше ничего взять не можем. Да, то есть получается... Так, это тотем, это я понял. Этот камень был найден в пещере. Так, это я читал. Вот, камень утраты далее идет. Вот это я понял, приключения. Агрессив, пассив. Пассив они вообще стоять будут. Это, по-моему, защита, а это агрессив. Да, идет. Вот, вот это камень. Здесь проход у нас закрытый, который должен, по идее, открыться. Либо мы можем пройти, по идее, дальше. Дальше мы пройти не можем. Даже если я камеру подниму. Тут ничего такого нету. Смотрим. Я оставляю камень на пьедестал. Первый. That's one. Остался еще один. More to go. Так. Еще один. We're missing something. Perhaps we need to find. Ну, мы что-то упускаем, нужно найти ключ. Ключ это, видимо, еще один камень, получается. А куда пройти-то тогда? Выйти нельзя, зайти нельзя и пройти нельзя. Может, это у меня типа ключик бета-версия получается? Ну. И птица какая-то горит в журнале. Да, посмотрим. Возмездие.
Виды строя. Я, короче, никуда не могу пройти, не выйти. Что за такое-то? Нужно найти ключ. Perhaps we need to find. Чё с этим связано? Я не понимаю. Миш, сижу, голову ломаю. Короче, какая-то полная загадка. Первую комнату в нашей пещере испытаний мы заходим, здесь лед. Здесь мы отгадываем загадку, либо деремся, проходим дальше. Дальше деремся, получаем ключ. Идем, ложим камень на пьедестал. По карте, по идее, мы можем пройти дальше. Но по каким-то причинам он у нас не идет, персонаж, дальше. Возвращаемся назад. То есть еще какой-то некий камень утраты. Возвращаемся назад. Тут-то в данной комнате также камень кристалла, мы выйти не можем, не зайти. Типа, чтобы взаимодействие получилось, такой вот кружочек на предмете или на объекте должен засветиться. Ты с ним можешь взаимодействовать. Вот это получается выход. То же самое, да, не функционирует вообще никак. Вот, что я там должен сделать? Какие-то штаны. Ребят, я без понятия. В общем, давайте тогда не будем пещеру вечности. Это я пойду на возмездие. Ферму мы прошли, пойдем на возмездие. И эту пещеру я не буду трогать пока что. Я не знаю почему, но тут вообще ничего такого нету. Ну, по взаимодействию. Жалко, только время потерял. Либо туда надо позже приходить. Ну, честное слово, ну как так-то? Карта. Локальный город. Вот она, эта пещера. Хорошо, а куда я тогда могу еще? Крапивная пещера. Давай-ка без пещер. Конец игры. Не, может быть... может быть, забаговалось. Я не знаю, честно. Ничего не могу сказать. Может быть, как вариант, сюда рано приходить. Принц будет рад тебя видеть, а я его нет. Cheer up. You're fucked. Да ладно тебе, такой молодой, а бухтишь, как старая ведьма. I am a druid. Whatever. Я друид, как скажешь, ведьма. Надеюсь, когда ты проведешь какое-то время с принцем Лугейном и королевой Эскоты, то поймешь, почему трон надо вернуть законному наследнику. Majestic, isn't it? Величественный вид. Согласно легендам, эти воды — слезы древней принцессы, которая не могла воссоединиться с возлюбленным. Man she loved. There's quite a youthful Только молодым может прийти в голову тратить столько сил, чтобы kind of energy так over some убиваться по человеку, который ты даже и не обнял ни разу. Небольшой городок к югу к Бригантии, приютивший коллеги друидов. Здесь собирают друиды со всей Калти, чтобы учиться оттачить свои древние чары, размышлять, яростно спорить друг с другом о природе. Ничего и говорить, что о тавернах всегда яблоку негде упасть. То есть таверна всегда у нас забита. Лугейн хочет встретиться, давай с Лугейном поговорим. Ту-ру-ту-ту. Основная карта коллеги друидов, убежище Лугейна. Одеяние странника. Так, тут боевая раскраска, кожаные доспехи Одиссея, волчья юбка.
Гравированное кольцо. Физическая защита, магическая защита. Давай возьмем. Ты колечки-то... А кто у нас одевает кольца? Странно, как бы магическое кольцо купил, а... Лук получше нашел. А серьезно, а куда кольцо пропало? Конец игры, говорит. О, братан. Супер диалог, я не понял. Он просит собрать ему шкур медведей, волков, людей какие-то, а потом принести ему. Так, вот здесь дальность обзора бы нам надо, да? На высоко поставим. Так, тут покушать, попить всякие эликсиры. Да, Мишань, мерцание вроде пропало. Сегодня человечек зашел, говорит, поставь, говорит, сглаживание, у тебя должно все нормально быть. В этом плане. Сглаживание выставил повыше, и блики эти мерцания исчезли. Как-то так. А я вообще, в принципе, сглаживание не люблю ставить. Либо на низкую, либо отключаю. Что-то они между собой, да? Между собойчик. Вот с этим персонажем, я так думаю, что можно взаимодействовать, но не сейчас. Коллеги друидов. Еще что-то упустил. Но через построение в разы легче, конечно, происходят бои. Получается, что в построении ты выбираешь себе 3 человек. Дебру нельзя, вот эту вот расу... Как это раса-то? Фоморф. Вот эту нельзя в построении засунуть. Она, видимо, из-за того, что нестандартного роста. Да, потом мы разобрались уже, куда можно вставлять данные самоцветы. Будем использовать. Так в целом неплохо. Я ж тут самоцвета-то и не поставлял. Я ж загрузился с другой локации, да? Как раз тут меч есть. Вот так вот. Ладно, найдем кузнеца, поставим тогда самоцвета. Только надо найти побольше. Такая ярмарка. Вау. Топор 2 самоцвета. Кстати, топор для нас. Скорее не меч для нас, а вот этот топоришка, да? То есть он как бы боец и щит. Копье только можно щитом еще. Lady Khaldun. Госпожа Халдун. Master Amagan. Мастер Амерген, где вас демоны носят? Мы уже решили было, вы погибли. You were close, Почти угадали. В подземном царстве искал союзник. gathering allies. As you Как видишь, нашли. I was successful. Come with me. Идем, принц. He's waiting. Идем, принц ждет.
Вот. Проход есть, нажимаешь правой кнопкой и заходишь, все как бы нормально, без всяких каких-либо проблем. Ну, я про это и говорю. Primary contact with the druids. В наше отсутствие я поддерживал связь с друидами, боюсь, ситуация ухудшилась. Тарлок. Tarlok, We know. Мы знаем, присутствовали на коронации. Coronation. That Это все очень деликатная тема, особенно для моего сына. with my son. Поговорить с Лугейном. То есть, а его матушка тоже, видимо, здесь. А, вот шкуры мы собрали. Пауков, медведей. Второстепенный, короче, квест. Морщится. I know, dear. Знаю, солнышко, знаю. Он там с матушкой разговаривает. Prince, are you all right? You only have to take these herbs. Травы остались принимать всего 3 дня. После этого боль должна уйти. The herbs I Да у меня от трав все и болит. Желудок уже от них отваливается. They'll minimize scar. Благодаря don't care. им, да плевать. Stealing my cup. Тарлок и Тиана отобрали у меня страну. По холмам расползаются порождения порчи, убивающие мой народ. Тарлок обратил народ против вас. You, Ты с берега скажи, это правда? Народ взбунтовался? have they turned against us? Они хотят видеть на своих землях только кельтов. Ими просто манипулируют. Они по-прежнему вас любят, ваше высочество. Ими просто манипулируют, то я выберу. Decisions. They have to rely on an old angry man to tell Значит, им не хватает ума принимать решения. Я думал, наш народ выше этого. People are rarely Очень мало кто выше этого. But they should be. Но надо же расти над собой. become a different За person. последний месяц вы очень изменились. I'd like to think so. Надеюсь. But you've been around me every Но ты меня каждый день видишь. You think I'm more Как думаешь, а повзрослел, adult? вышел из меня толк? Сейчас, друзья, поговорим. 2 минуточки. Попробуем, да, сейчас тогда на как-то больше по сюжетке, а испытание, ну, честно сказать, я не знаю, но там больше нету никаких мыслей, что с чем взаимодействовать. Может быть, действительно где-то прожать, пройти, но, правда, без понятия, и сами все видели. Пойдем, значит, по сюжетке, где можем пройти, там мы и поиграем, посмотрим. Сейчас, 2 минутки, ребят. Хотели, у нас попить там нечего. Михаси, как дела?
как настрой? Вы как были сосунком, так и остались нормальному принцу, истинному королю, да, отвечаем. Проверю, когда я увижу своими глазами. Мне кажется, вы повзрослели. Давай вот это выберем. Поддержим его морально. Traumas are swift. Удары судьбы быстро учат. Разумеется, я не так себе представлял, но не буду врать. Путешествие в Ирландию оказало Excursion to Ireland. на меня огромное влияние. Okay, Хорошо, как мне доказать своему народу, что я могу that I can do this. им править? The others are too busy looking Другие слишком заняты поисками козла отпущения. free to focus. А ты можешь сосредоточиться на истинной проблеме. The corruption. Порча. There is a labyrinth on По the ту сторону холма, рядом с лагерем оборотней, есть лабиринт. От коллеги друидов до него рукой подать. It was once a site of worship. Когда-то это было место поклонения и медитации, но теперь его захватили порождение порчи, которое убивает и местных жителей, Just и учеников оборотней и друидов. elves and druids alike. Можно хорохориться сколько угодно, но я все еще не оправился от ран, и не только телесных. Just Бою от меня толку не будет мало, точнее. would not be much service. Чем он еще раненый, сил набирается. But you, Но ты можешь сражаться от моего имени, или, по крайней мере, не дать порче уничтожить мой народ, даже если не поддерживать мои притязания на трон. support my claim to the throne. Oh, take Calden with you. Халдун пойдет с тобой, она хорошая некромант. Be my honor. Почту за честь. Evil. Очистите лабиринт от зла ради всех нас. Колдун, выберите класс. Колдун, целитель. Слушай, ну колдуны. Колдуны, а у меня нет колдуна. У меня колдун месье же, она ушла. Ну давай возьмем колдуна. Не знаю, как быть с этими колдунами. Кто это за колдун? Некромант, говорит, какой-то. Коллеги, так, нет, не в коллеге друидов. Вот, Тиане, голова Гаргона где-то, нужна будет помощь. Виды строя. Фаланга. Я бы здесь щиты бы ему взял бы вместо фаланги. А, она тоже в голема превращается. Ну давай конклав выберем. Построение для магической атаки наносит огромный урон за короткий период. Вот. Также навыки. Ресурсы за такт. Натиск. Урон. Урон за удар. Снижение угрозы минус 10. Ресурсы 28 мана. Да, попробуем интеллект взять. Такая игрушка тяжелая. Да не, игрушка... Просто в ней надо разобраться, Миш. Она-то вроде приятная, как бы по виду вообще. Вот в геймплее мне по большей части непонятно вот это построение, но я уже, как тебе сказать, немного разбираюсь в ней. Построение именно. Соболезную вашей утрате. А, вот, король умер. Know what else to say? Скотт, не знаю, что еще. Почему вы поддержите своего сына? Why would I not? А как же иначе? Он наследник трона. Prince, he's immature, Да, он инфантилен, but he но can сердце у него доброе. will make Он станет хорошим королем. Я ж типа это самое, Мишаня, я ж не говорю, что мы будем ее бахать прям до упора, там проходить, но зайдет, разберемся, прям понравится, поиграем побольше. Что вам известно об этом лабиринте? Друиды в нем медитируют, блуждая по бесконечности коридорам. Им то ли Amagen brought сознание чуть не позволяет. Амиргин как-то меня туда привел в недолгое время, когда я находился под его попечительством. exactly called Такой себе получился религиозный опыт. was scary enough without terrifying corruptions wandering the hall. Там и бескошмарное что-то там. Каково жить в Египте? Если сравнить с Бригантией, жарко. Much more Там гораздо больше порядка, и упор на учебу просто невероятный. is incredible. And yet it is so Но с другой стороны, разница между классами там колоссальная. Я жил в роскоши, потому что father. мой дедушка фараон. I cannot say the same. Но не всем повезло так же. Ваш отец был хорошим человеком, лучший из людей. Я столько на него орал, огрызался. I loved him. На самом деле любил всем сердцем. Not ready to Я не был готов его потерять. Как вообще можно подготовиться к такому? Ладно, он ничего такого не говорит. Так, виды строя. То есть у нас еще один. А сколько мы можем с собой в отряд взять? Мне вот это интересно.
Тогда выходим отсюда. Мне кажется, что, да, испытание друида... Смотрите, за Гераклиуса я прошел испытание как бы без проблем. За лучника... Сейчас я скажу его расу. Тут у нас получается Дельба это Фаморы, а это Бират. Можно в журнале где-то, подожди. Задание спутников. Короче, это подземный житель. Под землей, который живет. И как она? Сижана тоже там получается, с которой мы должны поговорить будем. Так, с навыками подождем. Пока что подождем. Нас сейчас лабиринт отправляет с вами. А, кузнеца тут и нету, да? То есть тут есть некие доспехи, но кузнеца нету. Хорошо, давай разберемся теперь с каким-то... С какой-то амуницией. Допустим, у меня посох с насечками. Купить сияющее копье. Купить. Это элегантное копье. А здесь сияющее копье. Так, распределим немного наши предметы. Тут булавы. Вот так вот. Топоры. Мечи. Вот они, копья. А вот куда я купил-то? Подожди. Ну, нет, типа у каждого персонажа, опять же, если он может одевать, и у него показано, что он может это одеть. Если он не может, то купил сияющее копье, а у меня только элегантное копье. Физическая защита, ладно, это я понял. Что такое натиск дает и мастерство? Видимо, одно из них точность, да, прибавляет. Также посох здесь я не могу одеть. А вот наш товарищ лучник. Шлем и боевая раскраска тут получше. Есть. По луку все нормально. Вот, золоченое копье. Натиск. То есть мы будем кидаться теперь копьями. Ладно, пойдет. По шлему. По шлему у меня все тип-топ. По доспеху. Так, это доспех одинаков. Тут мы с вами разобрались. Тут что? Доспех одинаковый. Боевая раскраска тоже у него имеется. А, ну вот сияющее копье. То есть гладиатор может таскать. Но у него 2 меча, по идее, стоят неплохие. Может поставить 2 копья. Почему-то 3. Мастерство, мастерство растет. Натиск падает. То есть если мы поставим вот так. А, так это двуручный тогда выходит. Копье, да? А где второй-то меч? Вот он. Ух ты. По доспехам тоже нельзя ему ничего нацепить, к сожалению. Так, это посох. Да, это посох на нашу чародейку. Почему-то друид не может посохи эти таскать. Хорошо. Хорошо. Продать можно? Да, продать можно. Продать.
Опа, у меня это боевая раскраска, что ли, продать? А какая-то на волка. Супер. Нейтральная 15 натиск. 13 натиск. Тут видишь, как идет топоры. Топоры молоты с какими-то звездочками. Мечишки простые. Посохи. А, 3,2 это количество. Понял. Я вас понимать. Кинжалы также есть. Так, что у нас еще есть? Лук. Два кинжала. Все, продали. А, это показано, говорит, навыки прокачайте, чуть попозже сделаем. Так, опять же, тут у нас есть налетчика. Курточка для лучника, да? И также боевая раскраска для лучника. То есть она будет одинаково сочетаться со шлемом. Но я ему поставил там боевую раскраску, по-моему, вот эту. Тут физическая защита очень редко. А, сюда можно самоцветы паять. Браслет сопротивления воздуху минус, но сопротивление земле плюс. Эпическое. Поставим. Еще гравированное кольцо обычное. Волчья юбка. Но у меня пока... Кому я волчью юбку-то поставлю? Так, защита. Давай возьмем. Это бойца какое-то, да, с самоцветами. Шлем завоевателя. Слушай, так много я покупать-то точно, наверное, не буду. То сейчас наберу, потом некуда будет совать. Так, у меня что стоит? У меня стоит сопротивление воздуху. А тут минус плюс земле. Что дает курточка? Курточка ничего, в принципе, не дает. Только вид. Хорошо, а гладиатор может одеть? Да, давай тогда гладиатору эту курточку. Вот так вот сделаем. Ну, кстати, ему можно, мне кажется, кольцо поставить. Характеристики сопротивления земле. Ага. Вот так вот и оденем. А волчье кольцо пока, да, не можем поставить. Натиск 12,3, мастерство 8,2. Мастерство будет с булав больше. С кинжалов еще больше. С топоров натиск будет хороший. Тогда ставим мечи, да? Так, что по боевой раскраске? Будет минус. Так, значит, это мы продаем. Курточку. Так, вот тебе я купил еще, да, некие предметы. Давай прикинем. А, у этого лука больше мастерства, чем у копья. 11,2, мастерство 3,8. А тут мастерство и натиск. Не, давай-ка я лук поставлю назад. Все-таки копье, но у него натиск на единичку вырастет с копья, но мастерство упадет намного. Больше, да, параметр. Так, у него курточка на 1,5. У него что та курточка увеличивается на 1,5. Хочешь такой со штанами, хочешь... Подожди. Хочешь такой полуторс. Давай вот такой вот оставим. Ну, лучника, ладно.
Хорошо, Дельбу вообще ничего нельзя, я смотрю, покуда поставить. Так, гладиатор. А чё ж у тебя такая курточка-то? Опа. Опа. У него свои стандартные лучше в разы. Так, ну-ка, а это? То есть у него вот так вот лучше физзащита, да? Я понял. Броня завоевателя. Вот такие вот дела. Броня завоевателя. Шлем. То есть кто может одеть, показаны параметры, что будет в плюсе, да? Так, а на Дельбу есть какие-то у меня? Нет, она вообще ничего не может одеть. Тут единственное, да, вот боевые раскраски хорошо еще можно кристаллы ставить. Так, тогда продам. Это все обычное. Это все обычное. И последний, кто там у нас? Алхимик. Эликсир здоровья. Второго грейда будем брать. Все, я понял, тебе шкуры нужны, братан. Скоро буду. Поговорите с Насежем. Мне не с Насежем надо поговорить. Мне по заданию надо... Это Ксерион. Так. Коллеги друидов отправляйтесь. Че, серьезно, что ли? Ты же мне сказал, зачистите какую-то штуку. А, ну все правильно. В коллеге друидов поговорить с принцем Лугейном. Да, это основное задание. Лугейн хочет встретиться, а потом он говорит, отправляйтесь к коллеге друидов. Есть такое. Так, телосложение. Бьем. По навыкам смотрим. Чем серьезнее ваши раны, тем меньше урона вы получаете. Вот, отражение есть. Давай вот так вот. Перехватывает снаряды, а наносимый вами урон уменьшается, поглощает всю ярость. Так, это у меня друид. Получается массовый рут. Круг целительной энергии, воплощающий здоровье всем, кто находится внутри его. Понял. А я говорю, руты массовые. А тут круг. Так, и у него, по-моему, эффективность навыков, да? Может, ему все-таки телосложение друид своему. Скорость восстановления. Немножечко телосложения подкинем. Что это у него показано? Навыки я уже изучил. Так, лучник. Тройной выстрел, поражая всех противников на линии огня. На стрельбах вместо ваших противников в результате чудового шанса критического удара на время... Да нет, им как-то надо, чтобы он просто стрелял. Просто стрелял пассивно. Сейчас мы еще шанс крита прокачаем. Так, ну тебе у нас эффективность навыков. И воля, скорость восстановления. Хотя даже, наверное... Давай тебе тоже выносливость. А по навыкам тебе надо посмотреть.
Вы хватаете противника, похищаете его жизненную силу. Понял, берем. Берем и бьем. Так, гладиатор. Шанс крита, сила, стойкость. То есть какие-то некие 3 параметра основных. Опять захват, вы хватаете. Тут удар с размаху, оружием поражать всех противников, поглощать всю ярость. Будем поглощать всю ярость. И колдун. Сохраняя неподвижность, вы исполняете ману. Эффект длится до окончания времени его действия, до тех пор, пока вы применяете другое заклинание. Не примените другое. Тут у нас вы мгновенно перемещаетесь в другое место. Волну магии выпускает. Предположим. Телепортация. И снижение числа атак. Затрат маны на первое применение в бою заклинание снижено. Пассивное, да? Стойкость восстановления. И что, шеи тоже, что ли, качать? Может быть, вероятность уклонения? Вот так вот, ловкость, типа. На уклонение, интеллект, воля. Попробуем. Основная карта. Но мне в коллеге друидов. Понял? Ту-ту-ру-ту. The seal's on the door. Дверь запечатана. Магия здесь бесполезна. Нужны ключи, без них... Will open them. And without the keys, Без них чего? Ой, это кто? Looking for these. Вот эти ключи. You probably heard there are some powerful corruptions in this area. Ага. I trapped Проблем here-то labyrinth. powerful. you tried Corruption, что-то. Ты просто взяла и заперла порчу. После того, как друиды несколько недель над этим бились? Да ерунда, друид. Мало присоединяется к группе. Разбойник, лучник. Ну, разбойника у меня точно нету. Что-то там критический урон, короче. Вот, держи карту, она еще не дорисована. Through the Но labyrinth. через лабиринт провести должна. Я мало, кстати. Now shall we? Ну что, идем. У нас есть еще куча не убитых поражений порчи. К вам присоединился некая Мала. Разбойница. Вот, натиск, типа у нее какие-то кастеты, либо кинжала может носить. Кинжал с кровавым камнем. То есть она один будет таскать кинжал? Да. Выходит, что так. Так, пройдитесь лабиринт. Эшелон у нас есть. Острие кинжала давайте возьмем. Очень подвижно построить, способны сбивать противника с ног и наносить существенный урон на небольшом расстоянии. Но тоже типа какая-то некая стрельба. По навыкам. Ловкость +2. Берем. Пепельная бомба. Вы наносите рядом противникам урон, ослепляете их, в результате чего следующая атака не попадает в цель. Казнь. Шипастая бомба. Глаз убийцы. Вы трезвым взглядом оцените слабые места ваших противников, в результате чего ваше мастерство на время повышается. Берем. А это что такое без раздела? Вероятность уклонения на 25, снижение урона при уклонении, угроза при уклонении. Так, и нам надо обязательно сначала взять казнь. Тогда, да, вы получаете... Цель получает больше урона, если на него воздействует отрицательный эффект. Ну, то есть, видимо, слепка или как-то так. Так, получается глаз убийцы, казнь, уловка.
Распознайте врага. Вызывая кровотечение. О. А это если какие-то статусные эффекты. Что тебе качать? Вероятность уклонения, ловкость, шанс крита. Давай вот так вот ловкость, вероятность уклонения. Может, она вообще не будет прям попадаться. До 29, вот это я вкачал. Ну а чё нет-то? Майл разбойник. Браслет земли, кристаллы. Кристаллы, да, надо к кузнецу идти. Сопротивление воздуху еще можем больше поднять. А у друида что-то есть? Сопротивление земле. Так, и у нас тут мало, да, с нами? Держи тебе воздуху. Обычное. Обычное. Все обычное. Ну их, да, видимо, потом можно вот этот вот. Этого оружия, видимо, вашему оружию наносить магический урон. И урон от земли. Сопротивляясь магическому урону, вероятность уклонения. Вот от кристалла. Так, поехали. Что за карта? Это некий предмет или просто... Чувствуется потенциал игры. Не, ну тут я смотри, Миш, как пока понимаю, то что есть простые, да, вот эти предметы, которые написано, ну, типа статуса. Вот, написано, видишь, самоцвет редкое. То есть сюда можно ставить какой-то некий самоцвет там на резист, либо на что там, на натиск, либо критический урон, натиск. Что такое натиск? Пока что-то я вообще не в недоумении. Стараюсь вникнуть, но тяжко. Либо мастерство. Мастерство понятно. Мастерство, наверное, владение данным оружием. А натиск, возможно, это какая-то... Ну, типа, может быть, урон это, сила урона оружия. Ну, типа, 10 единиц это урон. Возможно, так. Мастерство это, типа, владение. Возможно, это та же самая меткость. Ну, как-то... Вот я так пока воспринимаю. А так все довольно-таки понятно. Предмет покупаешь лучше, в него можно вставлять самоцветы, усилять, улучшать. Плюс по навыкам, ладно, их не так много, но хотя для боя предостаточно хватает. Возможно, их еще потом можно вот эти вот ромбообразные уголки. Может быть, сюда какие-то можно самоцветы вставлять для усиления навыков. Предположительно. Здесь вот полоска такая, ну, я понимаю, видно, да, на стриме, тоже заполняется. Это, видимо, максимальный будет статус. Сколько, к примеру, 30 или 35, да? Вероятность уклонения 72%. Ну, представь, а если это натиск, там, или не натиск, а как оно, мастерство, которое дает точность. Если есть уклонение, должна быть точность в любом случае. Да, то... Ну, это тоже, кстати, человек-разбойник. У нее вода, сопротивление урона от воды. То сколько здесь? Ну, процентов, наверное, 80 поднимется вероятность уклонения. Вот. Осталось только выяснить, что за точность. Какой параметр. Точно, что не натиск. Натиск это просто сила удара. Но тут у топора сила удара больше, но мастерства меньше. То есть владение топором у него хуже. То есть, соответственно, он будет, видимо, попадать меньше. Но этот меч можно ставить 3 самоцвета. Вот, мастерство. Урон у меча будет меньше, но владеть он им будет лучше, попадать, то есть лучше. Вот, как-то так. Ну, если логично. Так, ладно, что мы... Пройти какой-то лабиринт. Давай мы направо пойдем. К бабочкам. Что это такое? То есть что, в любую точку, что ли, я могу отправиться? А миссия как тут? Миссия пройти лабиринт, Мишань.
Вот я пытаюсь понять, какой у нас ведет... Может, я в любую могу попасть? Вот он, лабиринт. Пройдите лабиринт. Короля, я думаю, ты помнишь, которого подбили, да? Он с матерью... Мать убежала... Когда убит был король, жена его убежала в лес. Ну и сына мы спасли, когда с каким-то там волком дрались. Вот они в пещере. А на его место сел какой-то другой, короче, король. Пытаемся свергнуть. Я думаю, что нам колдун пока... Стоп. Разбойницу. Так. Дебру, друида и лучника. С нами не идет колдун, и с нами не идет Гераклиус. Пойдет. Вот, сейчас он говорит, что порча распространяется, надо зачистить какой-то лабиринт от этой порчи. Вот мы идем в разведку. Так, тут 3. Если разбойницы. Так, тут 4 построения. 4 построения. Так, а может быть... Тоже 4, хорошо. В общем, вот это вот... как получается... Дельба, она не может вступать в построение. Ну, то есть она как бы дает физзащиту, сопротивление. Найди выход из лабиринта. Может регенерацию кидать на оппонентов. Но вот в построении у нее все туго. Если 4, раз, два, 3, 4, может быть, построение все могут вставать. Все 5. Тогда мы Дельбу не будем брать с собой, будем какую-нибудь колдуна там брать. Использовать разные построения. А что это за лабиринт такой? Просто лабиринт? И тут ничего нету такого, да? Ладно. Но она лучше, чем Киберпанк, там такой трэш просто. Киберпанк? Сейчас сообщение увижу. Сколько уже времени прошло, а багов куча. Да, не говори. Зато ты чё, это что? Во. Значит, получается, в том коллеге друидов, когда я пытался пройти, смотрите, пройти назад. Во, тут значок написано, гирька такая, что можете пройти. Да, киберпанк. Я не ослышался, Мишань. У меня вчера НПС сквозь стены шел, что все текстуры ломались. Hold up. Corpse. Стойте, здесь труп. Видимо, беднягу убили оскверненно. Посмотреть на этого труса. Оба глазика на месте. The rictus-ridden idiot. Там сегодня читал новость. Опять выпустили драйвер на NVIDIA GeForce. По-моему, 517 называется Hotfix. Он исправляет в Альгале баги. И еще в какой-то игре, я забыл, честно говоря. Но меня прям то, что в Альгале баги какие-то исправлены. Так что, если что, ознакомьтесь, кто играет там. Может быть, кстати, и по поводу Киберпанка там тоже исправление. Надо почитать. А что, у убитых порчи существ какие-то проблемы с глазами? К счастью, для нас нет. Просто если No. глаз 2, то я могу выбирать.
See, I have this Видишь ли, у меня есть дар. a lover's part. Прощальный подарок моего любовничка. Long story, long Долго рассказывать, но я расскажу, когда у меня было 2 нормальных глаза. to a little magic from Но my мой бывший был Моурус, а благодаря его магии я кое-что могу видеть, чтобы осталось от твоего второго глазика. plop a corpse. Мне просто нужно ставить свою золотую глазницу в глаз трупа. Хоп. I see. Моурус — это вот эти вот древние, подземные. And then И я вижу тоже, что перед смертью видел он. Чаще всего это всякие ужасы. in you go. Так, ну-ка посмотрим. Small do Что за this village. мелко травчатый зло-крок? No, no, master. Нет, господа, прошу вас, пожалуйста, не надо, умоляю. No need. Please. Она смотрит, что с крестьяном произошло. Крестьянином. A sacrifice. Зачем вы меня сюда приволокли? Жертву кому? Чему? Да хранят меня друида. May the druids protect. Сохранят меня друида. May the druids. Oh no. Друиды здесь? Это вы? They are you. То есть это все друиды, что ли, замутили? I hate seeing peasants. Ненавижу, когда крестьян ноют перед смертью. Такие трусы все, просто ужас. All of them. No wonder the druids have been. Неудивительно, что друиды ничего не сделали. Похоже, порча добралась и до них, даже Верховному досталось, судя по тому, что видел дурачок. From this idiot. Он там еще и Looks like a скотина. complete arsehole. Fucking druids. Проклятые друиды вечно то создают проблему, то сами ими становятся. Problem. All right. Keep your weapons. Ладно, держите оружие наготове и оставьте мне сомнения у порога. Этих друидов спасет только меч. Here is by the sword, Осталось только до них добраться. if we can get to them. Also, keep an eye out for more. И говорите мне, если увидите еще трупы, может, в последние мгновения их жизни нам как-то помогут? Прикольный персонаж. Лорд такой, да? Говорит, вставляю глаз, и если что, могу увидеть, что с ними было перед смертью. Блин, эти статуи. Поехали. Куда ты, куда? Так, пока построение невозможно. Бьемся, так. Дядь друид. Дай хпшечки. Ага. ГГВП. Дал хпшечки. Что это такое? Кто тебя бьет-то? Вот он восстанавливает. Спасибо. Но это он стоит, и прокаст у него... Ну, то есть он на месте касти, да? Вот это вот. Понял. Ну, слушай, с кинжалов мне понравилась эта штука, но... Ну, надо постараться всех как-то завалить. Да, ГГВП мы победили. Исследуем дальше некую эту область. Так. Бревна бить надо? Ага, это ловушки, я принял. Так, лабиринт. Я пробую идти сюда. Как тут все устроено? Да там мы уже читали. Очень мощно бьют.
Куда пошли-то? А кто... А кто помогать-то будет? Ладно, вроде как одиночная цель. Утерянное сокровище какое-то. О! Bastard's got a key. У этого ублюдка был при себе ключ. Наверняка в лабиринте спрятано что-то ценное. We find it Если найдем сундук, к которому он подходит, неплохо pretty. устроимся. Да, неплохо мы устроимся, только разобраться теперь. Так, лабиринт вот так у нас ведет. Теперь надо понять, куда нам. Либо сюда, может, отсюда выйдем, либо сюда, отсюда выйдем. Здесь вот какая-то белая точка, и здесь еще белая точка. Хорошо. Да, надо бы, чтобы они что-то на автомате сами кастовали. Так, стоп. Стоп. Есть. Подожди, не торопись. Мне надо построение срочно. Вот так вот пойдем. Давай дальше. Так, стоп. О, братки. Не понял, где друид-то? Вот он, друид. Вот еще у друида построение тоже неплохое, но там надо разобраться. Там типа такой голем ходит. И магическое, да, там еще построение. Так, самоцвет. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Куда мы выйдем, интересно, если зайдем с этой стороны? Я типа не против, но куда-то нас должно вывести. Возможно, в ту же сторону мы вышли. Да. Попробуем. Так, нам вправо сейчас и в первый проем. Вот он. Вот этот вот надо разбить. Чего-то потерялось. Так, заходи. Теперь где мы? Ну, лабиринт-то. Ага. Мы теперь на этих островках, да?
Да что ж такое-то? А, что-то прям попало. Аж прослезился. Вот тебе и уклонение. Получается так, что огребаем по полной. Оцените слабые места противников в результате. Ну что-то, почему тогда такой урон-то колоссальный? Причем, не, ну ладно, лучники, у них хорошая меткость должна быть. Да, это белые штучки, это какие-то сокровища. А вот сундук, видимо. Получено достижение Аласт Тейсур какой-то. Бисные когти. Чешите нос, осторожней. Это на друида идет? Серьезно? Так, сопротивления воздуха у нас нету. И еще какой-то лук нашли. Лук еще получше даже. Во. Ребят, сейчас я секунду. Так, я извиняюсь. Так, когти друида. Но это, наверное, не друида, это какому-нибудь другому персонажу. Я так предполагаю. Найдите выход из лабиринта. Запертый ключом, заберите свой то есть это и был тот самый сундук. Так, ну у нас тут очень много проходов. Даже сразу не разберешься. Я бы сюда хотел еще попасть. Тут какой-то босс, видимо, будет. Череп. Ну, похоже, да?
Надо назад зайти. Надо назад зайти, другую выбрать. Версию. Вот эту. Так, и здесь что ли мы были? Ох, вообще с самого начала. Видали там Стоунхедж на карте? Все равно нас с самого начала вывело. Так, тогда какой там проход остался? Мы попробовали два крайних. Значит, пробуем вот этот вот. О. Тут еще какой-то сундук с провизией. Доспехами, точнее. Но это то же самое, я захожу, ухожу. Так, понял. Сюда заходили, туда заходили, туда заходили. А тут есть еще проход? Нет. Тут более нет прохода. Значит, возвращаемся сюда. Смотрим по карте. Сюда зашли, выходим отсюда. Значит... Идем. Другие искать какие-то подступы. Так, здесь мы дрались. В какой мы тут заходили-то? Здесь взяли мы сундук. Мне кажется, мы туда заходили. Да чтоб тебя, мы не туда заходили. Хороший лабиринт. Очень хороший. И конкурс интересный. И мы опять на том же месте. Так, зеленую точно я помню. Здесь... Это где мы? Вот. Вот. Я заходил сейчас сюда. Выходил оттуда. Они мне ринулись. Вот сюда, по-моему, я не заходил. Угу, спасибо. Так. В общем, у нас вправо. По правую сторону. Вправо, да, мы можем. Вот в этот, я имею в виду, шагануть. Это крестьяне. Another asshole down. Еще один козлом меньше. Но, похоже, перед смертью он успел принести жертву кого-то из своих учеников. Или заморил его до смерти. К счастью для нас, у студиозуса есть парочка отличных глазок. Больших таких, наивных. Эни бени раба. Сим слабим. Мастер, а если скверна окажется слишком сильной, если наша магия с ней не справится, то... Простите, мастер, вы верховный друид, я всего лишь ученик. Мое дело слушать, а не говорить. А он у друид, кстати, лежит. Мастер, ваша кожа, ваши глаза, они... Не говори, мастер, ваша кожа. Кричит, хватает себя за лицо.
Я забыл, каким страшным бывает иногда учителя, а этот, How into он еще и совершил очень большую глупость. this one's gone and done something very. Бывает иногда учителя, а этот, он еще и совершил... это... Looks like the High Druid thought he could tame the corruption. Похоже, Верховный Друид решил, что может обуздать порчу, изучить ее. Обуздаешь ее, как же, ага. School kid Зря ты не бросил школу, малой. Единственное, чему друиды могли научить тебя, как не надо делать. Так, а ученик или кто это? С ним нельзя, да, никак? Вот. Как мне их отвести-то? Можешь отойти-то? Он вообще завис. Не, похоже, больше нельзя, друзья. Так, ладно, давай разберемся. Мы вышли оттуда, за мостом. Теперь нам надо как-то найти проход. Так, справа от моста. Что по журналу? Найди выход из лабиринта. Журнал все одно и то же нам. Встретитесь с насежей. hairs on the back of my neck are standing to С attempt. подозрением чувствует рядом опасность. У меня волосы на загривке дыбом стали. Готовьтесь к бою. Супер. Вопрос только в другом. Подожди, мои сразу ринулись куда-то в другое место. Смотри. Скудыщ. Все, да? Да, так, вышел я отсюда. Теперь мне понять. Тут 3 стороны. Право, лево, прямо. А мы на этом островке. Там зеленый какой-то некий путь. Еще, кстати, открылся. Видимо, в него мы и шаганули. Так, если я сделаю F5. Сохранимся. Давай шаганем вправо. Вправо нас нифига ни к чему не привело. Загружаемся. Так, я думаю, будет быстрее. Да, то есть вправо. Потом сходим влево и прямо. Вот. А, все, супер. Давай туда. Влево. Влево у нас тоже откинуло назад. Значит, идем прямо, да? Игра. Загружается, кстати, довольно-таки быстро. Что сохранение, что загрузка. Проблем не вызывает. Так, и... Вот так вот прямо. Откуда как раз волки, по-моему, наступали. И куда нас перекинуло? И нас перекинуло... То есть мы зашли сюда. Попали сюда. Прямо мы прошли, попали сюда. Теперь нам надо попробовать либо сюда, либо сюда. Давай, наверное, в центральную. О, там еще сундук. Или что-то магическое находится. Шипастая ловушка. Код с периодическим уроном.
ладно. Свитки тоже бывают полезными. Так, мне сейчас... Остается либо сюда шагануть, либо сюда шагануть. Мы попали в эту локацию отсюда. Зашли сюда, попали сюда, прошли прямо, попали сюда. Теперь у нас либо здесь, либо здесь. Да, видимо, мы в правильном направлении. Тут опять у нас 3 прохода. Почему? Почему? Подожди, построение. Где построение? Это колдун, что ли? Похоже на... как на рисунке колдуна. Кабанчики. Дикий вепрь. Так, прекрасно. Сначала Локу изведаем. Кровавый кинжал. Так, есть. Так, лечить. Неплохо, неплохо. Все, подрегенились. Да, при этом мы квест выполняем на... Если по журналу посмотреть... Так, это оскверненный круг. Где-то тут, вот он. Но волков-то мы добыли. Вот нам медведей, пауков найти и каких-то вот берсерков. Хантер, что-то... Хант это... Коррупт проф. Я не знаю, кто это такие. В общем, тоже какая-то раса. Подожди. А, это, видимо, люди порченые. Да, вот которые с порчи будут драться против нас. Так, ну вот теперь смотрим. У нас возле входа остался проход. И здесь 2. Давайте сначала самый дальний. Самый дальний нас привел еще в одну локацию. Смотрим. Так, стоп. Пошли. Nothing like a little murder to get the blood pumping. И что так не будоражит что-то кровь? Nest. А это, походу, те испорченные. Может быть, я ошибаюсь. Да, родной. Да, конечно.
Там же Виктор тебе прислал, да? Ну и все. Конечно, конечно. Подработаем, если что надо будет. Не переживай. Так, так. Еще регеночку. Видимо, от того, что я загружаюсь, сохраняюсь, короче, построение падает, да, кого я выбираю. Ну, то есть, как бы... Ну, вы поняли, я надеюсь. Типа, я выбрал построение, и оно пропадает при загрузке. Так, влево какое-то... это не бревно, это сверху, да? Так, друид. Что там? Доспех друид, по-моему, и колдун. Давайте посмотрим. Да, есть. Немножко получше будет по резистам. Так, я сохранился. Я сейчас иду, значит, вышел, иду влево, да? Не хочется на центральный островок как-то попасть. И попал я вообще в самое начало. Значит, влево мы не идем. Чтобы не делать этот крюк. Загружаемся. Попробуем прямо попасть. Ну и потом он туда направо. Соответственно. Где теперь я? То же самое. Непонятно где. Загадки, блин. Но у нее, смотрите, да, заметьте, что как бы 2 кинжала она может одевать. Вот, во вторую руку. Кинжал с рукояткой в виде бусин. Кинжал с кровавым камнем. Вообще все то же самое, не меняется. Ладно, ладно. Так, осталось, по-моему, тут последний, да, на локации точка. Да. Либо я выхожу отсюда, либо мы находим проход. Мы находим проход, отлично. Теперь мы... Погоди. Построение пошли. Чё такое? Стоп. Резист. Подхил. Так. Так. Почему отходите? Не отходите, уважаемые. Тут тоже 2 построения. Хорошо. More corruptions in here than I remember. Здесь куда больше поражений скверны, чем я помню. Может, они пытались Well, except что-то друидом. Но эти целы, хотя выглядят они как будто их проживали выпленными. Может, они были недостойны порчи. Выглядят старым и скукоженным, как вялое мясо. like jerky. Suppose I could use my gift. Может попробовать воспользоваться моим даром, но... Так, мы сначала с тобой посмотрим. Мы вышли оттуда, чтобы не заблудиться. Тут еще под камнем спрятался лут. Да, мы в центральной точке. Давай посмотрим, что теперь они нам скажут. Эти вестники. Here we Тоже друид, но вот так. Ну-ка, глазенки, что покажете? Мал.
What if we're discovered? А вдруг нас обнаружат? Мы не можем вечно прятаться Ever? от его глаз и одержимых. Они нас все еще охотятся на нас. Yes, perhaps. Да, есть же еще второй вход. Можем попробовать туда. Это к юго-западу. Yes, that's right. Да, верно. Потом последний поворот на юг. И все. Только надо поторопиться. Move quickly. К юго-западу и на юг. Ага. Теперь надо определиться, где у нас юго-запад и потом юг. Так, давай, юго-запад. Я помню, в игре спутал, что запад у нас, типа, показывал, что справа мышкой, но это лево. Запад у нас, значит, слева, юго-запад. А юг у нас снизу, значит, юго-запад — это вот этот проход. Получается. Юго-запад. Это юго-восток. Северо-восток, северо-запад. Если правильно я ничего не напутал. Значит, сюда. Видимо, правильно куда-то попал. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Да, это дорога к боссу, с которым мы, видимо, сейчас будем драться. Окей. И потом на юг. На юг это значит самое дальнее вот это. Мы найдем выход из лабиринта. Ну что ж, поехали. Хорош? Так, дядь друид, ну-ка. Давай нам резиста, то есть манки. Хилки там. Так, ну мы-то сейчас выдвинемся. Сзади мы ничего не упустили с вами. Походу нет. Так, сохранение сработало. Сохранение не сработало. Вперед. Я пошел дальше. А куда ты? А куда вы А куда вы пошли-то? Ох, а вы хорош, да. Вы прям лучшие, блин, у меня. Ладно, работаем тогда. Хорошо, хоть обилки сами там прижимаются. Так, друиду подхил нужен. Так, сам стреляет, вообще супер. Дядь друид. Есть. We did it! Получилось. Я не убивал столько друидов уже так никогда на самом деле. I haven't killed that many druids. Я их столько не убивал. Но для меня это первый раз. This Получилось. me. Let's check the bodies, see what we Давайте осмотрим тела, вдруг найдем чего. Давай, наверное, сначала мы как-то подрегенимся, что ли, я не знаю. Ну что сказать, вот эта Дельба, ну супер сопартиец. Если учитывать того, что мы в построении идем, а она пока на себя как бы, берет весь урон, что ли, так сказать. С одной стороны это хорошо, с другой стороны она сразу минусуется. Кто знает, короче, надо избирать свою какую-то тактическую боевку. Так, а где сами тела-то? Ну, мы это подобрали. А что мы подобрали? Так, журнал. Журнал смотрим.
Найди выход из лабиринта. Там потом сказали на юг идти. А почему Мел сказал, давай посмотрим, осмотрим тела? Тела-то я, в принципе, не осматривал так-то. На юг это сюда. Может быть, я, кстати, могу ошибиться в этом. Но сохранение было, поехали. Но мы просто прямо прошли. Тогда на правую сторону пройдем на юг. Опять что ли касцена? Да. Зараза, оборотень. Не шевелись. Это золотая глазница. Не единственный мой дар. Nobody move. This gold eye socket isn't my only gift. Рычит, а затем презрительный смысл. Just say to me, Что-то ты там на меня тявкаешь, да? Я тебе сейчас башку проломлю, шавка. Стой, что она сказала? "He И правда, она... term loosely. Хотя, сами понимаете, из-за меха причиндала едва разглядишь. He's kind of an arse. Говорит что-то там. Ты еще сволочь, как по мне, но угрозы не представляет. Видимо, тоже охотился за порождением порчи. Pardon Ах, me? прости, пожалуйста. Она говорит, что пришла помочь нам сориентироваться здесь, потому что... Because Пыхтит. get this. Смотри-ка, эта сучка говорит, что мы тут без нее пропадем. Новый спутник Рея. О, супер, супер. Новый спутник Рея. Но мы потом разберемся, я думаю, да, с этими спутниками. Нам сейчас главное разобраться на юг, да? Ну, получается, сзади нас, как мы стоим, это и есть юг. Нифига непонятно, сейчас разберемся. Ну да, вон. Куда нас занесло? О, да, мы, похоже, нашли, друзья, проход. Well, that was fun. Ну, было здорово, у меня все еще зудит, в смысле руки зудят, поубивать побольше поражений порчи. Если снова соберешься охотиться за ними, я буду рада помочь. Murder them. Да, сопартийцев и впрямь тут хватает. It's over. It's fine. Все, наконец-то с порчей покончено. Спасибо, спасибо вам огромное. Who are you supposed to be? А ты чьих будешь? I was. Я училась в коллегии, когда сквер начала распространяться. Я убежал I ran и спрятался. Я пытался найти выход. Too many of them. Но их... Anyone else make it? Еще кто-нибудь выжил? А почему она говорит от мужского имени? Это вроде женщина. Не жаль, но ты единственная, кого пока мы нашли. So there could still be others? Думаете, еще шанс есть кого-то встретить? Это вряд ли. I Тогда я останусь здесь, в коллегии, восстановлю, что смогу, на случай, если face more survivors. явятся другие выжившие. You're Ты doing оказываешь друидам огромную услугу. Удачи. good luck. Good job. Сори. Так, оскверненный круг. Возмездие или загрузка. Так, братцы-кролики. Что у нас тут получилось? Еще один кодекс, который я мало что понимаю. Про хрюшек тут. Про камни. Персонаж. Так, Берат это Моурус. Амергин у нас друид. Гераклиус грек-наемник. Дельба Фоморка. Так вот, Рея. Разочарованный жизнью Вервольф в поисках средств от проклятия, тяготеющего над его народом. Рея умна и человечна, не менее других, но от рождения не владеет речью. Она старается достичь понимания, пытается говорить и очень аккуратно выбирает каждый звук и каждое действие. Она хочет быть терпеливой и истинно верить, что лекарство от ее недуга найдется. Однако так же, как и у людей, у нее может настать переломный момент. И тогда горе всему, что подвернется ей под руку. Нормально. Ну, типа, психанула и всех съела. Я так понял. В кавычках. Вот, там еще 2 места для дочь Луга. Но это, возможно, сказать, дочь друида. Да, это человек, повышающий сопротивление урон воды.
Навыки, вид строя. Пока мы не развили ее, типа, до 3-го уровня, да? Она, смотрите, она в силу больше. Противник устанавливает... К кровотечению противников устанавливает вам здоровье. То есть ее хорошо с кинжальщица тогда. Кинжальщица и так этот кровоток там, по-моему, наносит кинжалами. Вы раздираете себе грудь, теряя здоровье, но накапливаете ярость. Вы совершаете прыжок противника, сбивая с ног, дает ярость. Цепляйтесь в глотку противника, высасываете из нее здоровье, исцеляя собственные раны, поглощая всю ярость. Тут вот я возьму. Вы спускаете рев, повергающий рядом врагов в ужас, поглощает всю ярость. Давай вот это еще. И вот кровоток я хотел бы вот так вот. Пассивное умение. Навыки силы, это то есть она довольно-таки стойкая. А если я все в силу вкачаю? Стойкость. Ну вот так, пускай будет. Хочу посмотреть, какой-то кап есть тут или нет. Но разбойница мне понравилась. Ничего, и построение у нее прикольное. Можно прям братвой врываться такие. Ух. Так, что нам надо? С Гераклием можешь поговорить? Poetry of courtship and praise. Да. 300. Номер 323. I am up on the Я чаяр. chair. I see Ты пьян, your походу. cheek is so very fair. I offer you my heart, as if it My were heart. a huge Да, он, походу, пьян. lemon tart. What? What do you think? Ну, то есть мы помогли его другу, и он теперь сидит, не знаю, что он тут и делает, выпивает или что-то там. Yes. Лемон тарт. Lemon tart. Тарт. We Тарт. Greek warriors not only practice Ты грецкий воин, are also комбат, very creation. That too. креативный my что-то там солдат. Of lapis My friend, lapis что-то мой друг Лапис, Лус Лапис. friend. Sorry. Well, what were we talking about? Братан, походу надо тебе немножко Oh, поспать. Yes. А то что-то как-то пьян так по-английски, а как трес так по-русски. Berries is right in front of you. Here's another one. Собака Ареса что-то там. Worship and praise number 456. Nah, shut up, adorable monster. I'm doing fine. His funny Почему-то на него Дельба посмотрела. eyes. Oh, you're right. So where was I? Krani has his boat, and I have my ship. So don't eat your goat. Come quick to my lip. Right? Huh. Wow, tough crowd. But I still have one more. Что-то мой меч, сила, Goes poetry, герой. worship and praise. Короче, он, типа, я как понимаю, вспоминает какие-то солдатские Fate has воспоминания, где он служил, что ли. Каких-то полководцев. led us astray. Come with me straight to Venus, and you'll see my huge. He's jealous. The great Heraclius of Greece. Ладно, надо пропустить, я все равно мало что понимаю. Work. Will you spend? Sure, no problem. Well, Да, локализации нам немножко тут нехватка. В этом плане. Что ж, так, давай посмотрим. Вот они, те самые предметы, о которых я говорил. Да, еще. Мы же с вами нашли эти клыки.
Вот она, рука. Эпическая. И гравированное кольцо змея. Ой, зверя, змея, блин. Ну, оно одно и то же, что у меня, что тут. Тут единственное, только волчью юбку надо где-то найти. Так, а там продавец. Купить. К сожалению. Посох с насечками. Давай, наверное, все заберем, потом продадим. А, все-то я не могу забрать. Да-да, тут места не хватает. Вот такие вот дела. Вот это у меня тут свиточков. Вот это где-то мы подсобирали, да? Бутылочек всяких. Так, пока сюда. Слушай, смотри, ребята, а мы нашли топор. Причем топор Какой? Двуручный топор? Кому бы это все продать? Ты у меня можешь? Вот. Купить. Кинжалы это тоже простые. Так, копье это нет. Копье. Так, это простое. Это тоже с гравировками. Это простой меч. Посох с насечками тоже хорошо. Щит нашел, да, какой-то. Боевая раскраска варваров. Тут с двумя, эпическая, тут редкая. Так, сюда тоже самоцветы можно ставить. Сюда самоцветы. Сюда самоцветы. Это колдунский посох. Так, что по свиткам? Свиток. Финбол. Так, призывать на помощь таинственного союзника. Союзника волка. Короче, я это продам. Растяжки всякие. Свиток стрелы. Выпускает противник стрелу. Все это мы скинем. Теперь посмотреть так. Я уже вижу, что у меня по самоцветам есть некие вставки, короче, куда сделать их. Ну, он щиток, к примеру, на своего бойца. Да и так, сейчас посмотрим. Так, что ж, давай смотреть. Тут у меня шлем. Шлем такой же редкий, как боевая раскраска, да? То есть они одинаковые. Что там одна ячейка, что там одна ячейка. Щит. Натиск у меня упадет, зато мастерство и физзащита у меня немножко вырастет. И плюс тут опять же самоцвет можно поставить. Хорошо. Так, по курточке. Курточка у меня такая же абсолютно. Теперь мне разобраться, что с мечом. Натиск, мастерство. Копье это можно выкинуть. Натиск вырастает, а мастерство падает, но не совсем, да? Физическая защита падает.
Так, но если с этим мечом сравнить, то только натиск на 3,7. У этого только 2 ячейки, а у этого 3 самоцвета. Можем, кстати, гладиатору одеть. Давай друида глянем. Что вот по друиду? По друиду посох какой-то получше мы нашли. Очень много самоцветов вставляется. Боевая раскраска. На 2 самоцвета. Есть на 1, есть на 2. Ставим. Далее, лучник. Вот у тебя лук, да, получается. Самоцветов аж 5 штук. Самоцветы тоже надо понимать, какие тут. Тут многократный самоцвет повышает натиск и силу крита, видимо, критический урон. Ну, точно не шанс. Повышающий натиск, натиск. Что копье, что вот этот лук, они по сути одинаковые. А, нет. У копья получается больше натиск, но мастерство падает. Давай предположим, пока я оставлю как есть. У Дельбы все то же самое. Так. Гладиус наш. Гладиус, у тебя шлем. Шлем у тебя обычный. Если поставить раскраску, извиняюсь, то будет лучше. Нифига не лучше, если только самоцветами, а самоцвет только один. По мечишкам у тебя как? Один меч с гравировкой, второй простой. А если поставить просто натиск 20, двуручный топор. Либо меч вот так вот поставить. Будут типа 2 разных меча. Ну, знаете, тоже может быть. Это... Подожди-ка. То есть этот меч хуже. Я понял. Лучше 2 таких. А еще лучше такой второй найти. Так, у тебя что? Посох с насечками, у него все одинаковое. Возможно, только капюшон. Редкая. Обычная. То есть вот эта раскраска лучше, так как она идет с составкой, да? Капюшон не нужен, посох не нужен. Посох у нас такой есть. Далее тут все пусто. Далее тут все пусто. Так, ну тогда все остальное это можно продавать. Можно, наверное, только щит, знаете, как оставить вот этот. Предположительно. Я не знаю, зачем все остальное. Таскать с собой. Определились. Где там кузница? Кузница. Так, самоцвет. Это у нас на нашем основном персонаже. Давайте я предлагаю сначала щит. Самоцвет защитный, магический, вероятность уклонения, физзащита, вероятность уклонения, физзащита. Взрыв стихий. Это на оружие. Так, взрыв стихий я бы, конечно, поставил какой-нибудь лук. Даже браслет у кого-то есть. Это Гераклиус. А что это у Гераклиуса? Топский браслет, что ли? Ну-ка, иди сюда. Сопротивление земле. А у нас в воде и воздуху. Дай-ка братюне-то главнокомандующему. Так, кого мы хотим видеть? Я хочу кинжальщицу с собой взять, друида, лукаря. 1, 2, 3, 4, 5. То есть я посохи... Угу. Смотрим. Вот, браслетик сейчас мы зачаруем. Физическая вероятность уклонения, натиск, урон.
Физическая. Так, по счетам. Физическая защита. По мечам. А, тут подписано, да, на ком что стоит. Это наш мечишка. Моригансбирг. Критический урон, самоцвет, натиск, критический урон, натиск, воздух, земля. Я думаю, что ему не стоит сюда все делать. Вот в шлем можно еще. Взрыв стихии, критический, вот, физическая защита. Вот так вот. Поставим. Ну и в доспех физическая защита. Далее. В браслете. Натиск. Пока оставим. Давай посмотрим лук. Обязательно не жезл. Кинжал, лук и лапу. Кинжал. Они как-то по-разному видят, ну, вид. Давай, допустим, так. Крит урон. И крит урон. Кинжал на лук. На лук пойдет. И на лапу можно? Да. А, все. А это у нас получается на лапу мы больше не оденем. Значит, кинжальщица, оборотень с луком. Сюда тоже нельзя, что ли? На посох. Да, нельзя. Значит, давай на меч поставим натиск вот так вот. Все, все самоцветы я, по-моему, задел. Но у нас остался вот один. Мишон Стирлинг. Я не знаю, куда его. Какой-то редкий типа самоцвет. Ну, слушайте, ну вроде неплохо выглядит. Тут я пока, правда, не поставил никаких самоцветов. Возможно, их потом прикупим. Вот в луке стало натиск 17. Это да, это, видимо, урон все-таки. В кинжалах стало прям бух. Так, а куда тогда этот самоцвет? Может, легендарный какой-то предмет нужен? Не знаю, вот честное слово. У тебя продаются самоцветы? 22 у него по продаже. Ну, я так полагаю, что самоцветы надо закупать. Определенно. Классно пообщались мы с ним. Ну, прям вообще. Так, давайте по журналу. Оскверненный круг прошли. Тут волков нашли. Сносежи в ином мире. Gold Steel. Старт Ирон. Пещера вечности. Так. Вот. Глава Гаргона. Давай смотреть, куда мы можем. Бриганти, подземная пещера вечности. Давай тогда подземное царство, что ли. Сейчас мы сделаем сохранение, друзья. Вот здесь вот. Сохраним игру. Так, это врата. Это черный рынок. Наверное, через черный рынок пойдем. Поговорим с Насежей. Судьбоносное что-то не так. Что там такое? А что ты Гераклио на... О, этот. Наш один боец. We know you're here. Мы знаем, что ты там. Уходи, подлый трус. А, Гераклиус стоит, что ли? Кто там? Does anyone else smell that? Вы это чувствуете? Я узнаю этот запах, но, по-моему, это какое-то чудовище. It smells nice. Интересно, а если его пожарить, то тоже будет пахнуть? Перезвон.
Может, там какой-то лепрекон? Или кто там в Орланде-то этот... лепрекон, по-моему, монетки собирает. Говорит, в таверне с Тианой. Да мне не в таверне с Тианой надо. По-моему, я шел с Насежей в ее покоях поговорить в ином мире. А может, это наш друг Волк? Тут лут, тут так. Willow. Ух ты! Огненный браслет. Огонек, дурное предзнаменование. Это частички древних душ. Что-то за друид такое, если больших духов. Я считаю, надо проверить, что их сюда влечет. I'm a druid who Я такой друид, который предпочитает живых, но теперь я просто обязан доказать тебе, что не боюсь. Ты права, пойдем проверим. Let's check it out. Сейчас пойдут проверять. Сопротивление огню. Но он тоже что-то X3. То есть у меня таких, видимо, 3 браслета, говорится об этом. Так, у друида у меня с 2 ячейками. Здесь обычный. Здесь тоже обычный. И здесь обычный. Давай мы оборотню поставим. Look at these tracks here, by this Вон там, на обочине. Очень странно. it's a remarkably smooth Отпечатки маленькие, будто детские, но почему-то стопа такой необычной формы, хотя след слишком нечеткий. enough to be И что бы могло бы сказать наверняка? И тебе здравствуй. Мешок хитростей. Простой мешок, сшитый из простой ткани, одновременно невероятно легкий, невероятно тяжелый. Чего там мастерство дает? Это для кого это он? Но ведь его кто-то должен одевать-то, по сути. Непонятно. То есть еще какой-то сопартеец. Что-то грохнулось. Ковбелл. Ну реально странно. И именно в тумане это появляется, да? Isn't it lovely? Какой милашка, можно мы его оставим? Новый спутник Траста. Блин, вообще классно. Это что это такое-то? Черный рынок идет загрузка. И вот мы пришли на черный рынок. То есть это все было отголоски сопартийца. Я хотел бы посмотреть, кто это такой. Или что это? Траста. Спасибо. Я все понял. Не, сейчас я, друзья, да, переводчик возьму. Мне просто интересно, что это такая за раса. Сейчас прям 5 секунд мы прочитаем. Спасибо вам за поддержку, друзья. Большое, что зашли, поддержали. Так, поиск. Что это такое-то? Да не надо. Не, фото-перевод. Дружелюбный гоблин с большими планами. Траста приехал с побережного города Аунес, любимого гоблинами за его музыку, ужасную музыку гоблинов и красоту по меркам гоблинов. Траста был самым счастливым. Траста там был счастлив. И уезжать было трудно, но у гоблина была другая мечта стать людьми.
Неясно, что траст имеют в виду под этим. Короче, с нами гоблин теперь. С нами малыш гоблин с бабочками. Дружелюбный. Что он делает? Выпускает огонек в выбранном направлении. Если он попадает в врагов, то следует бум. А если не попадает, то сделает бум, когда улетит достаточно далеко. Выпускает огонек в выбранном направлении. Если он попадает в... Обезоружит их. Вы пинаете тварь в сумке, она начинает плевать в врагов всяким... Что это? Вы используете магию, чтобы оказаться рядом с другом. Привет, друзья. Вы призываете что-то, что стреляет в врагов. Большого огоньков откуда-то где-то живут огоньки. А, больше огоньков. Ну, призывайте что-то, что стреляет. Так, а это что у нас? Ловкость, восприятие, хитрый черт. Так, и еще у нас 1 очко, да? В общем, у него ловкость восприятия, да, я так полагаю, какие-то... Ну-ка, снаряжение. Значит, тебе сумку была нужна? Ну, конечно же, ему сумку нужна. У него маленький подсумок был, простое. Так, а если я сниму? Хотел посмотреть в его глаза. Мне нужны его глаза. Что там? Восприятие, ловкость? То есть он уклоняется и дает криты. Ну, давай, ладно, пока так оставим. Не буду я ему там особо что-то накачивать, прокачивать. Потому что еще неизвестно. Так, то есть туда я пойду говорить с Насежей. А где-то тут магический черный рынок и... Вот они, кристаллы сзади. Да, все-таки сглаживание, если я поставил, то перестало моргать. В игре. Ну, я, правда, я честно не люблю, друзья, со сглаживанием. Ну, в целом. Стараюсь от него избавляться, сглаживание. Так, золотишко у нас с вами предостаточно, это мы можем продать. Самоцвет. Так, подожди, это простые самоцветы? А, это физическая земля, воздух, взрыв стихии, огонь. То есть разные статусы, да? Воздух. Давай огонек. Магическая защита. Обязательно. Водички возьмем. Стоят они одинаково, а по виду почему разные? Потому как разные статусы. Взрыв стихий. Также есть вода. Защита магически, вероятность уклонения. Физические уклонения. Натиск, крит, урон. Натиск, крит, урон. Берем. Потом разберемся. А то идешь, правда, вставлять в кузницу, а у тебя и вставить-то особо-то и нечего. Так скажем, бедновато выходит. О, Мишанька пошел в Counter-Strike Global Offense играть, да? Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, да. Вы видите, там рядом лут? Как я его не заметил сразу? Причем неплохой этот-то. А, он сопротивление огню дает лучше. Да нет, он также дает 3-3. У нас, в принципе, у всех есть. Давай этому малышу поставим веселому. О, так вот. А если присмотреться, то тут еще можно кое-что найти.
Ну, к примеру, свиток воскрешения в бою. Вот это уже что-то меняет картину. Боевую систему. There you are. I was worried something. Наконец-то, я уж думала... Что-то меня забыли. В твоем послании было написано, что ты хочешь поговорить о порче. Strong word. Хочу, это сильно сказано. Я бы хотела пировать и веселиться, а не вот это все. I'll ship К сожалению, удача не на нашей стороне. Рассказал о порче своему законному моусорскому ученому из Меху. Его зовут... responding, and I'm hoping Классно. you can Мы с ним обменивались письмами, и он просто... My sight is Спасибо. Я выражила на то, что будет, isn't если я пойду искать, но не стоит мне этого делать. say. Видение было очень мутным, но я это знаю, что погибло I'd rather avoid that. в нем ужасной смертью. В своих видениях она погибла ужасной смертью, я бы предпочла этого избежать. Must you? Расскажи подробнее, зачем? Ах, да, ведь может случиться с тобой, как я уже не подумала. I was in dark. Я стояла в темноте, пахло плотью, воняло, я бы даже сказала. Then something slapped my head off. That's all I have, I'm afraid. Откуда ты знаешь, что тебе снесли голову? My own eyes. Видела собственными глазами, меня как-то ударили, мир завертелся, потом оказалось, что я смотрю на свое тело снизу вверх. Blood was spraying everywhere, darling. Кровь хлестала фонтаном, дорогуша, отвратительное было зрелище. Я отыщу этого Моуруса. He had a Спасибо, его лагерь был где-то возле Меху. На том месте я бы отправлялся туда. И это все? Найди лагерь Моурусского ученого на вершине Меху. Дом Амергина, Королевские земли, Великий рынок. Вот вершина Меху. А что у меня там еще за задание-то светится? Может быть, там кого-то надо поубивать? Сирион призвал астронный зал подземного царства. Мне кажется, вот эта вот штука. Потому что это два рядом мира. Вроде как отсюда можно пройти через этот мир. Где там выход-то? Стой. А, с другой стороны. Так подожди-то я... Как-то вот она, эта дверь-то. Ну прям так-то и не это... Не подметишь. Ну бывает. Врата изгнанников. Вот они, по-моему. Врата изгнанников живут эти. Вот, Форт Мехо. Нам пройти. А это врата изгнанников. Или Форт Мехо пойдем. Что вы думаете? Это вот сейчас я куда ринулся? Это я вообще в другую сторону ринулся. О. Чпоник. Не, но это мне пока ничего не дает. Вершина Мехо. Вершина форт. Вот, найди лагерь ученого на вершине Меху. Можно попробовать просто отправиться. Там война, порча, они тут, у них все супер. Они тут купаются. Да, вот и Меху. Город Моурус при входе в подземное царство назван в честь древней богини Меху. Вершина Меху — единственный город Моурус за пределами нового мира. Под позолоченным тоннелем
роятся стволы шахт, создавая нескончаемый поток золота. По этой причине город богат сверх всякого воображения и защищен как обычным оружием, так и невидимой сетью магии Моурус. Разумеется, это никогда не заставило безрассудных смертных завоевателей, желающих попытать свою удачу. Даже теперь никому не известно, что с ними произошло, но можно точно сказать, что больше их никто не видел, хотя некоторые фрагменты определенно встречались где-то там. Ох, а я кристаллами там затарился, смотри, а тут еще, оказывается, есть. Тут еще, смотри, о. Ладно, если не хватит, я хотя бы буду знать, где прикупить, да? В целом. Также щиты, шлемы. А на кого эта маска? На волшебника? Ну это обычная маска. Тут уже, наверное, надо с какими-то талисманами смотреть. О, шлем стражника. Но учитывая того, что у меня стоит там самоцвет по физической защите, возможно, этот шлем неплохо будет смотреться. Я бы вот на волка посмотрел бы что-нибудь. Тут, судя по всему, для него вообще нету, да? Браслеты. Не, для него тут вообще, походу, нету. Хорошо, для нее нету. А для Дельбы есть? Лучники. Одеяние странника. Так. Мэл, разбойница. Разбойница все то же самое. Туника застрельщика. Колдун. Нет. Все это какая-то... Пока что не то. Так, на волка. Что-нибудь на волка. Ух ты. Клиночек-то какой. Золотой копис. Но он у нас без каких-либо ячеек, да? Топор. Натиск 23. Опять не про меня. Мастерство падает, зато натиск какой высокий. Фаер. Так, тогда на друида смотрим. Натиск, мастерство, магическая защита. Крученый посох с кровавым камнем. То есть тут как-то снизу, что ли, они начинаются, топовские эти предметы. Опять топор, подожди, теперь лук. Но без каких-либо камней. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А это же это шар... Как она? Блин, я забыл, не флейта какая-то, Шотландия. Есть на такие-то. Доспех мудреца. Во! Мудрец, я тебе доспех нашел. Отец. Да он обычный. Не пойдет. Флейта, не флейта. Блин, я серьезно забыл. В Шотландии ходят эти, поют. Играют, точнее, на этих инструментах.
Пу-пу-пу-ру-пу. Ну, правильно, дорога-то, ты глянь, посмотри, пошел, а? Древний двуручный меч. Ну вот хорош, вот гладиатору поставить. И ведро еще стырил. Так. Да, гладу можно поставить. Ну-ка. Ну, то есть он как вот этот меч, но только двуручный. И плюс еще он с самоцветами 3. Да. С 3 самоцветами. Я думаю, что это нормальная будет штука. С двуручником. Такой чистый. А самоцветом мы потом вытащим. Мы сейчас с вами, знаете что? Сделаем 2 минутки паузы. А я хочу посмотреть, что это такая за штука, на которой играют в Шотландии. Шотланд... Волынка. Волынка, точно. Вот, понимаете, вот вылетела из головы. А это волынка просто. Вот так вот. Да, предлагаю пару минуточек сходить. Мне надо к врачу сегодня сейчас с сынишкой сбегать. Нас так не выписали, сегодня должны выписать. Давайте, да, 2 минутки и продолжим. Даже вот так вот сделаю, наверное, будет лучше. Волынку послушать. Сейчас, 2 минутки.
Так, ребят, извиняюсь. Так, ну а чё я ведро-то стырил? Поищите в пещере подземного царства. Нет, это не то. А, вот, поищите в пещере подземного царства. Все правильно. То есть, получается, он рядом в проход. Вот сюда вот. Позабыта дорога. Подземное царство. Пещера. Где тут пещера, может быть? Мне кажется, надо вот здесь вот выйти. Пёсель. Осмотрите пещеру. И куда? Но это неправильно, это не сюда. То есть я нашел ведро, и это пещера, что ли? Там где-то проход. Вообще непонятно. Для меня еще больше сомнений что-то вызвало. Врата изгнанных, подземное царство, пещера в подземном царстве. Крапивная какая-то пещера. Древняя дорога. Да, это я назад пришел. Может быть, вот это что-то такое? Ну и тот самый рынок. Пропустить строку. Что-то ему тоже надо принести. Так, посмотрим тогда на этой локации. Где тут может быть пещера? Так, это дворец. Ну я серьезно, я не вижу. Эльдарха в пещере подземного царства. А, я отдал Gold Steel. Видимо, ему. Предмет для заданий. То есть то-то снаряжение, которое у меня было, это некий самоцвет какой-то. Он был для задания желтый. Подземного царства. Ну, врата изгнанников пойдем. Я не знаю, правда. Пещера. Сейчас нам направо тогда. Приходишь к этому челику, которого надо найти, у него там стоит ведерко. И тебе потом
Говорят о том, что еще куда-то пещеру идти. А где-то пещера, там я ума не приложу. Там только палатка его. И выход на карту, либо вот сюда вот. Так, правильно я пошел? Нет, неправильно. Загадочный мирок, блин. Так, ну а что нам Ксирион скажет? Бог-то этот. Вот изгнанники, которых кормят плотью. Опа. Что-то кровавый реверс, что-то там. Тотем, наверное. Пока что вызывает какие-то сомнения. Вот ты берешь квест, ты идешь и что-то куда-то тебя ведет. Все ведет. We must speak of a few matters, Mil. Мель, нам нужно поговорить после того, как можешь идти. Чем я могу служить, Ваше Величество? Во-первых, я прошу тебя разобраться с огромным проклятым псом, который обитает в океане. It is called Его зовут Урка. Его появление порочит бедствие и смерть. Errol. Вы просите меня убить громадную собаку? Не убить, это невозможно, сомневаюсь, что она вообще живая. Be alive. On the Отыщи на берегу Рок. coastline that belonged Когда я to был you, королем наземного царства, он принадлежал мне. and they- Подуй в него, и Урка перестанет нам угрожать. that is all. На этом все, оставь меня. Leave me. Короче, Рок найти. Пух. Так. Все становится еще сложнее, да, пока. Мыс Рога. Карта. Так, небо глобальное. Вот мыс Рога. Город. Да, попробуем хотя бы мыс Рога что-то там. Ого. Вот это пёсель. В него надо подуть, друзья, чтобы он оставил нас в покое. Ха-ха. И я тут еще в соло, без своих сопартийцев. Можно подуть в Рог? As I told you, Mia, the dog will no longer be a danger for you. As a matter of fact, it will help us in everything we need. А он, видимо, команда ждать и сидит, ждет. Но он рева горно пес не убежал. Что еще от меня требуется? Благодаря тебе я могу видеть мир глазами Урка, а он видит порчи, что прорастает в разных частях твоего освященного солнцем царства. Seek it in Отправляйся в Дуниус, чтобы понять, какую форму обрела порча, какие еще регионы она захватила. Нужно коснуться гнили. I will rise. Разумеется, я буду мысленно направлять тебя. Тебе все ясно? Understood? Разумеется, я буду... Можете на меня рассчитывать. Хорошо. Коснитесь северного источника, западного, южного. Даже так, да? Окей. Так, мужики. Подвиньтесь. О! Новое задание. А, гоблина нашел.
Я думал, курица, а это гоблин. Этот малыш, который веселый. У нас в команде. Сидел за деревом. Так, тут... А, это наши друзья. Что мы там нашли? Журнал. О. Найти 7 друзей гоблина Бригантия. Одного нашли. Потом каких-то фин-3 Underworld. 3 в метку, Думбрига, Дуниус 2. В общем, по локациям надо ходить, искать их. Понятно, в принципе. Так, где этот есть-то? А, вот он, коснитесь мыс. Источников каких-то, да, искать. Давай. Так, а тут есть еще какие-то друзья гоблина? Ребятишки. Фу-фу. Нет. В такой траве мы их точно не найдем. Так, это у нас Великий рынок, Амергина дом. Так, город. Подземное царство. А, вот он, Дуниус, Порча. По-моему, позабытая дорога этого искать. Либо вот эта крапивная пещера. Источник Порчи. Поехали. Дуниос. Вообще хотел бы на корабль вернуться, в свою кузню, поставить там артефакты. Дуниос. Обширный некрополис, в котором нашли пристанище высокоуважаемые останки кельтских королей-героев, включая легендарного Бриогана, отца короля Ита. Дуниос — переплетение магических энергий в самом сердце Бригантии, точнее. Ученые спорят практически о каждом вопросе по поводу существования Дуниоса. От основания до назначения функционирования. Дуниос — это врата, утверждают некоторые. Нет, это фонтан с пренебрежительным жестом возвращает другие, случайно проливая вино. Фонтан, бьющий из сердца мира. Так, вы нас вином облили, жалуется третья группа. И кроме того, мы считаем, что это портал. Так, может, мы хотя и согласны, что его создали боги. Вторая группа. Короче, тут спор, что это за город. Тем не менее, ученые согласны в одном. Дуниос нуждается в защите, если это священное место когда-либо подвергнется осквернению, магии исчезает из этих мест. Так, ладно, ребята, друзья, я, наверное, на сегодня на этом закончу знакомство с Вайлдарос. Вот. Так как я думаю, что тут не все одним стримом и не 2 стримами закончится, да. Тут куда гораздо обширнее выполнение всех этих квестов. Предположительно, наверное, мы встретимся еще по Вайлдарос на этой неделе. Предположительно. Вот. Как-то так. Ну, прикольная игруха, немножко непонятно с чем-то, но вроде как с построением боевка проясняется. Можно тащить какие-то, да, там стычки. Ну, в целом неплохо. Не знаю, как вам. Ну, вроде можно сыграть, попроходить, разобраться и так далее. Так, как отсюда выйти-то? Главное меню. Так, сохранение, пустая ячейка. А, вот, сохранить. На этом, да, я буду на сегодня заканчивать.
главное меню. Заканчивать прохождение по Вайлдарес. Встретимся с вами завтра. Завтра у нас с вами ожидает прохождение, сейчас скажу. У нас идет Assassin's Creed Odyssey 19. В среду у нас тоже Odyssey 20. Четверг Fallen Good у нас. Также проходим независимое дополнение по Spellforce 3 Fallen Good. Ну, наверное, в пятницу сделаем Вайлдарес. Вот, всем спасибо, кто забежал, всем спасибо, кто поддержал. Пишите, кто посмотрит, что вы думаете. Может быть, где-то я что-то там недоусматриваю, может, какие-то будут намеки в игре на некие, я не знаю, там ачивки, может быть, какие-то скрытые места. А так, всем спасибо, всем добра, удачи и до завтра. Всем пока.